ғимаратында өткізілген терапияның тиімділігі. Саламатсыздар ма? Құрметті конгресске қатысушылар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Саламатсыздар ма? Құрметті конгресске Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталығы, отандық денсаулық сақтау саласындағы теңдессіз бренд, клиника, ғылым және білім саласында 3 бағытты ұштастырған алып ведомство. Медициналық орталық жүйесінде 5000-нан астам маман, оның ішінде 1200-ге жуық дәрігер мен провизор, 1600-ге жуық орта медицина қызметкері, 30 медицина ғылымдарының докторлары және 65 кандидат, 150-ге жуық педагог жұмыс істейді. Основная задача и миссия медицинского центра управления делами президента – это поиск инноваций, интеграция с современными международными методиками, привнесение в Казахстан вот этих уникальных возможностей для того, чтобы в дальнейшем, адаптировав их внутри страны, мы могли передать в виде трансфера этих технологий в регионы, войти в стандарты Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и в дальнейшем, чтобы эти технологии были доступны в регионах страны. Медициналық орталықта Қазақстан Республикасының кез келген азаматы тегін әрі сапалы медициналық көмек ала алады. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталық жүйесіне 8 ведомстволық ұйым кіреді. Солардың алғашқысы Астана қаласындағы медициналық орталық ауруханасы. Пациент денсаулығына мұнда медициналық қызмет сапасы мен қауіпсіздігінің JCI халықаралық стандарты, дербес геномдық диагностика зертханасы, халықаралық референттік және роботталған хирургия оқу орталығы, заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес жобаланған жаңа чекап диагностика бөлімшесі, ядролық медицина орталығы және емдік диагностикалық блок кепілдік береді. Буквально недавно мы запустили новый центр ядерной медицины, большой корпус терапевтический с реабилитационными услугами. В нашем вооружении есть роботы, большой арсенал диагностического оборудования. То есть вся медицинская инструментальная база, она соответствует международным стандартам. Айта кету керек, ядролық медицина орталығы тәулік бойы жұмыс істейді. Соның арқасында елдің әр тарабынан келген пациенттер онкологиялық ауруларының алғашқы сатысы бойынша тегін қаралып ем қабылдайды. Ядролық медицина орталығы орталық Азия бойынша осында ғана бар және бір артықшылығы радиофармацевтикалық препараттар өндірісі, яғни аса қатты дезоксиглюкозаны өздері шығарады. Аталмыш дәрі адам бойында қатерлі ісіктің бар жоғын еш күмәнсіз 100% анықтап береді. Ал 2026 жылға дейін ядролық медицина орталығы тағы 8 радиофармацевтикалық препарат өндірісін жолға қоймақшы. Нәтижесінде онкологиядан бөлек кардиология мен неврология диагнозын қою мүмкіндігі артпақ. 200 орындық емдік корпустың ерекшелігін айтсақ, 640 кесікті мультиспиральді компьютерлік томографтың орталық Азияда баламасы жоқ. Аппарат бір айналымда жүрек, ми, бауыр, бүйрек сынды әлденеше ағзадағы патологияны анықтауға қабілетті. Сондай-ақ заманауи 3 Тесла аппаратында жүрек, орталық ірі тамырлар ақауы, тағы басқа диагностикаға МРТ жасауға толық мүмкіндік бар. Алматы қаласындағы орталық клиникалық аурухананың да мүмкіндігі зор. Осында кардиохирургиялық, нейрохирургиялық, ортопедтік, хирургиялық, гинекологиялық, урологиялық операциялар жасалады. JCI халықаралық аккредитациясынан 3 мәрте сәтті өткен ауруханада бедеулікті, Альцгеймер ауруын, дерматомиозит аутоиммундық ауруын диагностикалау әдістері, онкологиялық пациенттерді емдейтін хайпек терапия, жүрек жеткіліксіздігін емдеуге арналған 4 компонентті терапия енгізілген. Аритмология, Паркинсон ауруын хирургиялық емдеу және Philips Azurion 7 бипланды қондырғысы бар заманауи нейрохирургиялық операциялық бөлме ашылған.
2004 жылы құрылған санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы халықаралық стандарттар талабына сай зерттеулердің барлық түрін жүргізеді. Айталық, мемлекеттік басқару органдарының объектілерінде адам денсаулығына әсер ететін тамақ өнімдерінің, су, ауа, топырақтың, құрылыс материалдарының, полимерлік және әртүрлі мақсаттағы басқа да өнімнің, физикалық, радиологиялық және өзге де факторлардың санитарлық эпидемиологиялық сараптамасын жүзеге асырады. Істеп тұрған, салынып жатқан ғимараттар мен үй-жайларда сыртқы орта объектілерінің зертханалық аспаптық тексерулерін жүргізеді. Бактериологиялық, паразитологиялық, радиологиялық және токсикологиялық ПТР зерттеулер жасайды. Зерттеу номенклатурасын кеңейту және жасалатын талдауларды жақсарту мақсатында зертханалық зерттеулер мен өлшеулердің жаңа озық әдістемелерін сынақтан өткізу мен енгізуге жауапты. Ал Астанадағы медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығында біріншіден денсаулық сақтау, IT, жоғары менеджмент, қаржы және экономика, құқық, HR менеджмент және ұйымдастырушылық басқару саласында бизнес тренингтер мен семинарлар өткізіледі. Екіншіден, медицина қызметкерлерін оқытып, олардың біліктілігін арттырады. Үшіншіден, қызмет көрсетуші персоналға арналған корпоративтік оқыту жолға қойылған. Төртіншіден, кешенді түрде конференциялар мен дөңгелек үстелдер, мастер-класстар, корпоративтік тимбилдингтер ұйымдастырылады. Медициналық орталықтың сапасына күш қосып тұрған және бір мүмкіндік бальнеологиялық факторға негізделген санаторийлік курорттық мекемелер желісі. Олар азаматтарды оңалтып сауықтыратын Бурабайдағы Оқжетпес, Алатау баурайындағы Алматы және Ресейдегі Есентуки шипажайлары. Соңғысы тіпті Кавказ минералды сулары қатарындағы жоғары санатты шипажай саналады. Рет-ретмен баяндаса, Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығының Оқжетпес емдеу сауықтыру кешені жыл бойы қызмет көрсететін климаттық бальнеологиялық кешен. Мұндағы Қарағайлы орманның таза ауасы, Балпаш Сор көлінің балшығы мен Майбалық көлінің минералды суы, радонды терапия мен арқаның балғымызы, жүрек тамыр жүйесі, тыныс алу мүшелері, тірек қимыл аппараты, ас қорыту, қан айналымы, эндокринді және жүйке жүйесі аурулары, урологиялық және гинекологиялық аурулардың таптырмас емі. Жыл бойы жұмыс істейтін Оқжетпесте физикалық терапевтика, косметология, массаж және шекті мониторлық тазалау кабинеттері, сумен, балшықпен емдеу орны, себезгі залы, урология, стоматология, ингалятор, фитобар, зертханалық диагностикалық бөлімше сақадай сай. Емдеу ғимаратында өткізілген терапияның тиімділігі мен қауіпсіздігін бақылауға мүмкіндік беретін қуатты аспаптық база және бар. Онда ультрадыбыстық, функционалдық, электрокардиографиялық, зертханалық диагностика, ЭКГ және смарт-холтерлік мониторлау әдістері жасалады. Алатаудың баурайындағы атаңызға айналған Алматы емдеу сауықтыру кешені. Мұнда климатотерапия, бальнеология және балшықпен емдеуді жоғары деңгейде жүзеге асырады. Атап айтқанда миокард инфаркттен кейінгі қан айналымы жүйесімен мидағы қан айналымының бұзылуына қарсы және жүрек, ми, жұлын, буын операциясынан кейінгі ем домосында жасалады. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығы медициналық туризмнің дамуына да үлес қосып отыр. Оның және бір дәлелі, алыс жақын шетелдіктердің Ресейдің Есентуки қаласындағы Қазақстан емдеу сауықтыру кешеніне ағылуы, Қаптауының қойнауындағы қазақстандық шипажай, өз балшық қоймасы бар, санаулы курорттардың бірі, әрі бірегейі. Олай болатыны, ол жерде оттегі терапиясы, жалпы магнитотерапия, озон терапиясы, Старвак аппаратында целлюлитке қарсы пневмомассаж, пульстар PSX аппаратындағы лимфопрессотерапия, жылы балшықпен емдеу, герудотерапия, емдік ванналар, авантрон, суасты душ массажы, гинекологиялық процедуралар, урологиялық процедуралар жасалады. Соған сай Қазақстан 2022 жылы 112 шипажайдың арасынан берелді курорт 26 туристік порталының Кавказ минералды сулары рейтингінде 2-ші орынға ие болған. Президент іс басқармасы медициналық орталығы құрамындағы бірегей кешен Қарлығаш балабақшасы 750 орындық 3 балабақшадан құралған. Олар көркем эстетикалық, экологиялық, танымдық сөйлеу және интеллектуалдық бағытта жұмыс істейді. Ол үшін қазақстандық және әлемдік методикалар бір жүйеге келтіріліп, мектепке дейінгі білім берудің барлық игі әдіс тәсілдері қолданылуда. Оған және сауықтыру жұмыстары да кіріктірілген. Қарлығаш балабақшасындағы инфрақызыл сауна, тұз шахтасы, фитотерапия, Стрельникова әдісімен тыныс алу гимнастикасы, физиотерапия, массаж жолдары, аяққа су құю, денсаулық ізі, соның дәлелі. Сондай-ақ мұнда бала денсаулығындағы ауытқуларды ерте анықтау мақсатында оларға чекап тексеруден өту мүмкіндігі бар.
Осы уақытқа дейін ел азаматтарының денсаулығы үшін қыруар іс тындырған Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығы бұдан кейін де дами бермек. Айталық, биыл мұнда санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығының қызметі негізінде халықаралық референс орталық ашу жоспарланып отыр. Мақсат тамақ, ауыз су және басқа да объектілерден алынатын сынамаларға зертханалық зерттеудің кең спектрін жүргізу. Тиісінше мақсат бар жерде талап бар. Ал талап еткен еңбек, төккен тердің жеміс беруіне кепіл болатын бірден бір қозғаушы күш. Medical Center of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan, a prestigious brand of domestic healthcare, clinic, science, and education are the three areas in which this large establishment operates. Over 5,000 specialists, including about 1,200 physicians and pharmacists, 1,600 paramedical staff, 30 doctors, and 65 candidates of medical science. About 150 teachers are employed in the system of the medical center. Основная задача и миссия медицинского центра управления делами президента – это поиск. The main objective of the medical center of the Presidential Affairs Administration is to bring modern global solutions and innovations to Kazakhstan. Thus, it means adapting unique opportunities within the country first and putting new technologies to use in the regions as a transfer. Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и в дальнейшем, чтобы эти технологии были доступны в регионах страны. Every citizen of the Republic of Kazakhstan can get free and high-quality medical care at a medical center. The system of the Medical Center of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan includes 8 subordinate organizations. The first of them is the Hospital of the Medical Center in Astana. The patient's health is guaranteed by the JCI International Quality and Safety Standards for Medical Services, an independent laboratory for genomic diagnostics, an international training center for robotic surgery, a new checkup diagnostic department, designed in accordance with the latest international standards, a nuclear medicine center, and a diagnostic and treatment block. Буквально недавно мы запустили. We recently launched a new center for nuclear medicine, opened a brand new medical building that provides rehabilitation services. We have robots, a number of diagnostic devices. Our medical devices and equipment meet all international standards. It should be noted that the Nuclear Medicine Center is open 24/7. Thanks to this, patients from all over the country can be examined and treated free of charge at the first stage of cancer. The Nuclear Medicine Center is the only one. Саламатсыздар ма? Құрметті конгресске қатысушылар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі күні денсаулық сақтау саласында мемлекеттік саяси маңызы бар дәрі-дәрмек терапиясы мәселелері бойынша өткізіліп жатқан конгресстің қатысушылары мен қонақтарына қош келдіңіздер деймін. Халықтың денсаулығын сақтау және халыққа халықаралық стандарттар деңгейінде медициналық көмек көрсету Қазақстанның мемлекеттік саясатының маңызды басымдығы болып табылады. Өткен жылы қабылданған Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасы өз алдына көптеген міндеттер қойды. Атап айтатын болсақ, тұрақты қаржыландыру жүйесі бар, бәсекеге қабілетті денсаулық сақтау саласын сақтау жүйесін дамыту, ауылдық денсаулық сақтауды дамыту. Сондай-ақ ең басты мақсат қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығын ұлғайту және диагностика мен емдеудің ең заманауи технологияларын енгізу. Принятая в прошлом году концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года ставит перед собой задачи развития конкурентоспособной системы здравоохранения, где одним из приоритетных направлений является внедрение эффективных современных технологий диагностики и лечения, необходимых для достижения главной цели – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни казахстанцев. Вместе с тем, современное лечение не представляется возможной без лекарственной терапии.
что подразумевает соответствующее лекарственное обеспечение, развитую фармацевтическую промышленность и систему своевременного обеспечения фармацевтическими средствами. Для реализации этой задачи кардинально реформирована вся система производства, импорт, регистрации и оценки качества лекарственных средств. Хочется отметить, что с 2019 года более чем в 2 раза увеличился объем выделенных средств на амбулаторное лекарственное обеспечение, что позволило 2,5 раза увеличить покрытие количества нозологий с 48 до 126 и лекарственных средств с 270 до 340. И бесплатно обеспечить пациентов с 2,5 миллионов почти до 4 миллионов человек. В целях обеспечения биологической безопасности, то есть независимости от третьих стран, а также для стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности и обеспечения потребностей государства и общества биофармацевтической продукции, знаете, создан национальный холдинг «Казбиофарм». Холдинг нам позволит расширить спектр используемых современной терапии методов лечения и профилактики целых ряд заболеваний, в том числе вакциноуправляемых инфекций. Повышение качества медицинской помощи и обеспечение безопасности пациентов невозможно без правильного подхода к выбору способов и методов лечения. Рациональный подход к лечению лекарственных средств означает, что лекарства следует назначать только тогда, когда они необходимы. Во всех случаях следует соотносить пользу лекарственных средств и риски, связанных с их применением. В настоящее время отмечается внедрение в практическое здравоохранение большого количества новых лекарственных средств. Стремление повысить эффективность лечения зачастую приводит к назначению большого количества лекарственных препаратов, то есть полипрагмазии, которая проявляется снижением эффективности фармакотерапии и развитием нежелательных лекарственных побочных эффектов и увеличением расходов системы здравоохранения. Для решения данных проблемных вопросов в странах-лидерах здравоохранения на сегодняшний день реализуются проекты госпитальной фармации, которые являются одними из международных требований. На сегодня данная практика внедрена в нашей республике. Успешно в 9 медицинских организациях здравоохранения реализуется. И в дальнейшем мы намерены дальше транслировать данный опыт во всех многопрофильных больницах нашей республики. Повышение качества медицинской помощи и обеспечение безопасности пациентов невозможно без профилактических мер по предотвращению и минимизации последствий медицинских ошибок. Предупреждение ошибок и связанный с ним ущерб для здоровья подразумевает высокую степень подготовленности медицинских кадров, создание системы и процедур, обеспечивающих современный, своевременный выбор правильного лекарственного препарата, правильные дозы, правильного пути ведения, правильного времени и кратности приема препарата. Настоящий конгресс является площадкой для развития образования для специалистов широкого круга специальностей. Уверена, что опыт, полученный участниками конгресса, внесет весомый вклад в совместные усилия в развитие современной фармакотерапии и станет хорошим стимулом для научных клинических достижений на благо пациентов. Желаю вам всем плодотворной работы и успеха. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталығы, отандық денсаулық сақтау саласындағы теңдессіз бренд, клиника, ғылым және білім саласында 3 бағытты ұштастырған алып ведомство.
Медициналық орталық жүйесінде 5000-нан астам маман, оның ішінде 1200-ге жуық дәрігер мен провизор, 1600-ге жуық орта медицина қызметкері, 30 медицина ғылымдарының докторлары және 65 кандидат, 150-ге жуық педагог жұмыс істейді. Основная задача и миссия медицинского центра управления делами президента – это поиск инноваций, интеграция с современными международными методиками, привнесение в Казахстан вот этих уникальных возможностей для того, чтобы в дальнейшем, адаптировав их внутри страны, мы могли передать в виде трансфера этих технологий в регионы, войти в стандарты Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и в дальнейшем, чтобы эти технологии были доступны в регионах страны. Медициналық орталықта Қазақстан Республикасының кез келген азаматы тегін әрі сапалы медициналық көмек ала алады. Қазақстан Республикасы Президент іс басқармасының медициналық орталық жүйесіне 8 ведомстволық ұйым кіреді. Солардың алғашқысы Астана қаласындағы медициналық орталық ауруханасы. Пациент денсаулығына мұнда медициналық қызмет сапасы мен қауіпсіздігінің JCI халықаралық стандарты, дербес геномдық диагностика зертханасы, халықаралық референттік және роботталған хирургия оқу орталығы, заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес жобаланған жаңа чекап диагностика бөлімшесі, ядролық медицина орталығы және емдік диагностикалық блок кепілдік береді. Буквально недавно мы запустили новый центр ядерной медицины, большой корпус терапевтический с реабилитационными услугами. В нашем вооружении есть роботы, большой арсенал диагностического оборудования. То есть вся медицинская инструментальная база, она соответствует международным стандартам. Айта кету керек, ядролық медицина орталығы тәулік бойы жұмыс істейді. Соның арқасында елдің әр тарабынан келген пациенттер онкологиялық ауруларының алғашқы сатысы бойынша тегін қаралып ем қабылдайды. Ядролық медицина орталығы орталық Азия бойынша осында ғана бар және бір артықшылығы радиофармацевтикалық препараттар өндірісі, яғни аса қатты фтордезоксиглюкозаны өздері шығарады. Аталмыш дәрі адам бойында қатерлі ісіктің бар жоғын еш күмәнсіз 100% анықтап береді. Ал 2026 жылға дейін ядролық медицина орталығы тағы 8 радиофармацевтикалық препарат өндірісін жолға қоймақшы. Нәтижесінде онкологиядан бөлек кардиология мен неврология диагнозын қою мүмкіндігі артпақ. Орындық емдік корпустың ерекшелігін айтсақ, 640 кесікті мультиспиральді компьютерлік томографтың орталық Азияда баламасы жоқ. Аппарат бір айналымда жүрек, ми, бауыр, бүйрек сынды әлденеше ағзадағы патологияны анықтауға қабілетті. Сондай-ақ заманауи 3 Тесла аппаратында жүрек, орталық ірі тамырлар ақауы, тағы басқа диагностикаға МРТ жасауға толық мүмкіндік бар. Алматы қаласындағы орталық клиникалық аурухананың да мүмкіндігі зор. Осында кардиохирургиялық, нейрохирургиялық, ортопедтік, хирургиялық, гинекологиялық, урологиялық операциялар жасалады. JCI халықаралық аккредитациясынан 3 мәрте сәтті өткен ауруханада бедеулікті, Альцгеймер ауруын, дерматомиозит аутоиммундық ауруын диагностикалау әдістері, онкологиялық пациенттерді емдейтін хайпек терапия, жүрек жеткіліксіздігін емдеуге арналған 4 компонентті терапия енгізілген, аритмология, Паркинсон ауруын хирургиялық емдеу және Philips Azurion 7 бипланды қондырғысы бар заманауи нейрохирургиялық операциялық бөлме ашылған. 2004 жылы құрылған санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы халықаралық стандарттар талабына сай зерттеулердің барлық түрін жүргізеді. Айталық, мемлекеттік басқару органдарының объектілерінде адам денсаулығына әсер ететін тамақ өнімдерінің, су, ауа, топырақтың, құрылыс материалдарының, полимерлік және әртүрлі мақсаттағы басқа да өнімнің, физикалық, радиологиялық және өзге де факторлардың санитарлық эпидемиологиялық сараптамасын жүзеге асырады. Істеп тұрған, салынып жатқан ғимараттар мен үй-жайларда сыртқы орта объектілерінің зертханалық аспаптық тексерулерін жүргізеді. Бактериологиялық, паразитологиялық, радиологиялық және токсикологиялық ПТР зерттеулер жасайды. Зерттеу номенклатурасын кеңейту және жасалатын талдауларды жақсарту мақсатында зертханалық зерттеулер мен өлшеулердің жаңа озық әдістемелерін сынақтан өткізу мен енгізуге жауапты. Ал Астанадағы медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығында біріншіден денсаулық сақтау, IT, жоғары менеджмент, қаржы және экономика, құқық, HR менеджмент және ұйымдастырушылық басқару саласында бизнес тренингтер мен семинарлар өткізіледі. Екіншіден, медицина қызметкерлерін оқытып, олардың біліктілігін арттырады. Үшіншіден, қызмет көрсетуші персоналға арналған корпоративтік оқыту жолға қойылған. Төртіншіден, кешенді түрде конференциялар мен дөңгелек үстелдер, мастер-класстар, корпоративтік тимбилдингтер ұйымдастырылады.
Медициналық орталықтың сапасына күш қосып тұрған және бір мүмкіндік бальнеологиялық факторға негізделген санаторийлік курорттық мекемелер желісі. Олар азаматтарды оңалтып сауықтыратын Бурабайдағы оқжетпес, Алатау баурайындағы Алматы және Ресейдегі Есентуки шипажайлары. Соңғысы тіпті Кавказ минералды сулары қатарындағы жоғары санатты шипажай саналады. Рет-ретмен баяндаса, Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығының оқжетпес емдеу сауықтыру кешені жыл бойы қызмет көрсететін климаттық бальнеологиялық кешен. Мұндағы Қарағайлы орманның таза ауасы, Балпаш Сор көлінің балшығы мен Майбалық көлінің минералды суы, радонды терапия мен Hello, everyone. My name is Maciej Banach. I am a professor of preventive cardiology and lipidology from the Medical University of Lodz. I am the president of the International Lipid Expert Panel and Secretary General of the European Atherosclerosis Society. Thank you for the invitation to take part in the Kazakhstan Internist Congress, Quality and Safety of Medication Therapy, Global Trends and Standards. And taking this opportunity, I would like also to kindly welcome a distinguished guest, the Minister of Health of Kazakhstan and the High Representative of the WHO, as well as all the doctors that participate in this critically important Congress. I was invited in order to say a few words about how to diagnose and manage statin intolerance in 2023. And I would like to convince you that despite the fact it is not so easy, especially taking into account the treatment and to be on the LDL cholesterol target with these patients. But on the other hand, I would like to convince you that it is indeed now taking into account the number of drugs available indeed possible. This is my conflict of interest. Okay, we know it very well that despite the fact that we have statins since 1994 and many other different, very effective and safe drugs in the treatment of the cardiovascular disease is still the main cause of mortality with even 90 million deaths. And soon our paper with the Global Burden of Disease, University of Washington in Seattle will be published in JACC, in which we are showing that it is not 19 million, but even 21 million deaths annually, which are attributable to cardiovascular disease. What is more, we know that within those deaths, 2/3 of those deaths are attributable to atherosclerotic cardiovascular disease. 4 million of those deaths are attributable to low physical activity, and 4 million due to elevated levels of LDL cholesterol. So many millions, I guess even over 10 to 12 millions of deaths are modifiable, are preventable. So it is everything in our hands in order to be simply effective. And why we are not effective? If we look at the lipid disorders issues and LDL cholesterol itself, please have a look at the data from the Da Vinci study, in which we showed that the main reason of our ineffectiveness is that we are using... Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Мое сообщение посвящено клинико-фармакологическим инструментам обеспечения безопасности пациентов в медицинской организации. Речь пойдет о лекарственной безопасности. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов конференции. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталығы. Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы 1997 жылы Астана қаласында ашылған. Аурухана 2015 жылдың наурыз айынан бастап жаңа ғимаратқа орналасты. Аурухана аурудың алдын алу, оңалту, емдеу, диагностика жасауда ең озық әдістерді қолданады. Бұл көп бейінді клиникада 7 терапиялық және 9 хирургиялық бағыт бойынша медициналық қызметтің барлық түрі көрсетіледі. Жоғары білікті мамандардың толыққанды медициналық көмек көрсетуі басты артықшылық. Аурухананың жоғары технологиялық және инновациялық медициналық құралдармен жабдықталуы бірегей диагностикалық және емдік іс-шаралардың барлық түрін жүргізуге мүмкіндік береді. Аурухана 2016 жылдан бастап денсаулық сақтаудағы алтын стандарт болып табылатын әлемдік GCI аккредитациясынан 3 рет сәтті өтті. Сондай-ақ ұлттық аккредиттеу стандарттарына сәйкес жоғары санатқа ие.
Больница медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан основана в 1997 году в молодой столице Казахстана, городе Астана. С марта 2015 года больница расположена в новом здании. В больнице самые передовые методы в области профилактики и диагностики, лечения и реабилитации. Это многопрофильная клиника, где оказывается весь спектр медицинских услуг по 9 хирургическим и по 7 терапевтическим профилям. Особенностью является оказание медицинской помощи полного цикла высококвалифицированными специалистами. Оснащение больницы высокотехнологичным и инновационным медицинским оборудованием позволяет проводить весь спектр уникальных диагностических и лечебных манипуляций. С 2016 года больница трижды подтвердила международную аккредитацию JCI, которая является золотым стандартом в здравоохранении и свидетельствует о безукоризненном менеджменте, высочайшем качестве и безопасности услуг. Также имеет высшую категорию соответствия стандартам национальной аккредитации. С 2018 года в больнице функционирует отделение чекап-диагностики для профилактики и скрининга населения. Оно успешно справляется с проведением комплексного обследования здоровья и выявлением рисков развития заболеваний. Действуют диагностические направления, представленные медицинским оборудованием экспертного класса, что позволяет выявлять патологические изменения на ранних стадиях и своевременно назначать адекватное лечение. Одним из важнейших направлений деятельности является реабилитация, включая кардиореабилитацию, нейрореабилитацию и восстановление после травм. Более 85% хирургических вмешательств проводятся мини-инвазивно, без больших разрезов, с использованием бипланового ангиографа, включая гибридную сердечно-сосудистую хирургию и роботизированную хирургию. Уникальные методы лечения, представленные в больнице, такие как фотодинамическая терапия, используются для борьбы со злокачественными новообразованиями и является единственной подобной методикой в Казахстане. В Центре ядерной медицины с собственным циклотронно-производственным комплексом осуществляется производство радиофармпрепаратов и оказывается высокотехнологичная диагностика и лечение с использованием радионуклидных методов. Аналогов такого рода центров в Центральной Азии нет. Геномная лаборатория позволяет проводить генетические исследования, изучая заболевания на уровне ДНК, позволяет выявить предрасположенность к онкозаболеваниям, наследственным заболеваниям и разработать индивидуальные планы лечения для пациентов. С 2023 года в больнице функционируют центры респираторной медицины, проблем пищеварительного тракта, аутоиммунных заболеваний, спортивной медицины и диабетической стопы. Больница заслуженно занимает лидирующие позиции в рейтинге стационаров страны благодаря упорному труду команды профессионалов, постоянному совершенствованию системы управления и развитию кадрового потенциала. Интеграция принципов триединства – клиники, науки и образования – позволяет переносить передовые методы и научные достижения в клиническую практику, а передовые технологии, профессионализм и забота о пациентах обеспечивают высокое качество медицинской помощи, соответствующее международным стандартам. Medical Center Hospital of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan was founded in 1997 in Astana, the young capital of Kazakhstan. Since March 2015, the hospital is located in a new building. The hospital has the most advanced methods in prevention, diagnosis, treatment, and rehabilitation. It is a multi-field hospital where the entire range of medical services is provided, 9 surgical and 7 internal medicine profiles. A special feature is the provision of full-cycle medical care by highly qualified specialists. Equipping the hospital facilities with high-tech and innovative medical equipment allows to perform the entire range of unique diagnostic and therapeutic manipulations. Since 2016, the hospital has confirmed the compliance with the GCI International Accreditation Standards 3 times, which is the golden standard in healthcare and demonstrates the perfect management, highest quality, and safety of services. It has also been awarded with the highest category of national accreditation standards.
From 2018, the hospital has a checkup department for disease prevention and population screening. It successfully manages a comprehensive health examination and identifies the risk of disease development. There are diagnostic areas represented by expert-class medical equipment, which allows to reveal pathological changes at early stages and prescribe adequate treatment in a timely manner. One of the most important areas of activity is rehabilitation, including cardiac rehabilitation, neurorehabilitation, and post-trauma rehabilitation. More than 85% of surgical interventions are performed through minimum access without large incisions, using a biplane angiography, including hybrid cardiovascular surgery and robotic surgery. Unique treatment methods presented at the hospital, such as photodynamic therapy, are used to fight malignant neoplasms and are the only such technique in Kazakhstan. The Nuclear Medicine Center, with its own cyclotron facility, produces radiopharmaceuticals and provides high-tech diagnosis and treatment using radionuclide methods. There are no analogs of this kind in Central Asia. The genomic laboratory makes it possible to conduct genetic research studying diseases at the DNA level. It allows identifying susceptibility to cancer and hereditary diseases and developing individual treatment plans for patients. The following centers operate at the hospital from 2023: respiratory medicine, digestive tract problems, autoimmune diseases, sports medicine, and diabetic food. The hospital occupies a leading position in the ranking of hospitals in the country due to the hard work of the team of professionals, continuous improvement of the management system, and the development of human resources. Integration of the triple bottom line concept, clinic, science, and education, allows the transfer of advanced methods and scientific achievements into clinical practice, while advanced technology, professionalism, and patient care ensure a high quality of medical care that meets international standards. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталығы, отандық денсаулық сақтау саласындағы теңдессіз бренд, клиника, ғылым және білім саласында 3 бағытты ұштастырған алып ведомство. Медициналық орталық жүйесінде 5000-нан астам маман, оның ішінде 1200-ге жуық дәрігер мен провизор, 1600-ге жуық орта медицина қызметкері, 30 медицина ғылымдарының докторлары және 65 кандидат, 150-ге жуық педагог жұмыс істейді. Основная задача и миссия медицинского центра управления делами президента – это поиск инноваций, интеграция с современными международными методиками, привнесение в Казахстан вот этих уникальных возможностей для того, чтобы в дальнейшем, адаптировав их внутри страны, мы могли передать в виде трансфера этих технологий в регионы, войти в стандарты Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и в дальнейшем, чтобы эти технологии были доступны в регионах страны. Медициналық орталықта Қазақстан Республикасының кез келген азаматы тегін әрі сапалы медициналық көмек ала алады.
Қазақстан Республикасы Президент іс басқармасының медициналық орталық жүйесіне 8 ведомстволық ұйым кіреді. Солардың алғашқысы Астана қаласындағы медициналық орталық ауруханасы. Пациент денсаулығына мұнда медициналық қызмет сапасы мен қауіпсіздігінің JCI халықаралық стандарты, дербес геномдық диагностика зертханасы, халықаралық референттік және роботталған хирургия оқу орталығы, заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес жобаланған жаңа чекап диагностика бөлімшесі, ядролық медицина орталығы және емдік диагностикалық блок кепілдік береді. Буквально недавно мы запустили новый центр ядерной медицины, большой корпус терапевтический с реабилитационными услугами. В нашем вооружении есть роботы, большой арсенал диагностического оборудования. То есть вся медицинская инструментальная база, она соответствует международным стандартам. Айта кету керек, ядролық медицина орталығы тәулік бойы жұмыс істейді. Соның арқасында елдің әр тарабынан келген пациенттер онкологиялық ауруларының алғашқы сатысы бойынша тегін қаралып ем қабылдайды. Ядролық медицина орталығы Орталық Азия бойынша осында ғана бар және бір артықшылығы радиофармацевтикалық препараттар өндірісі, яғни аса қатты фтордезоксиглюкозаны өздері шығарады. Аталмыш дәрі адам бойында қатерлі ісіктің бар жоғын еш күмәнсіз 100% анықтап береді. Ал 2026 жылға дейін ядролық медицина орталығы тағы 8 радиофармацевтикалық препарат өндірісін жолға қоймақшы. Нәтижесінде онкологиядан бөлек кардиология мен неврология диагнозын қою мүмкіндігі артпақ. 200 орындық емдік корпустың ерекшелігін айтсақ, 640 кесіктен мультиспиральді компьютерлік томографтың орталық Азияда баламас жоқ. Аппарат бір айналымда жүрек, ми, бауыр, бүйрек сынды әлденеше ағзадағы патологияны анықтауға қабілетті. Сондай-ақ заманауи 3 Тесла аппаратында жүрек, орталық ірі тамырлар ақауы, тағы басқа диагностикаға МРТ жасауға толық мүмкіндік бар. Алматы қаласындағы орталық клиникалық аурухананың да мүмкіндігі зор. Осында кардиохирургиялық, нейрохирургиялық, ортопедтік, хирургиялық, гинекологиялық, урологиялық операциялар жасалады. JCI халықаралық аккредитациясынан 3 мәрте сәтті өткен ауруханада бедеулікті, Альцгеймер ауруын, дерматомиозит аутоиммундық ауруын диагностикалау әдістері, онкологиялық пациенттерді емдейтін хайпек терапия, жүрек жеткіліксіздігін емдеуге арналған 4 компонентті терапия енгізілген. Аритмология, Паркинсон ауруын хирургиялық емдеу және Philips Azurion 7 бипланды қондырғысы бар заманауи нейрохирургиялық операциялық бөлме ашылған. 2004 жылы құрылған санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы халықаралық стандарттар талабына сай зерттеулердің барлық түрін жүргізеді. Айталық, мемлекеттік басқару органдарының объектілерінде адам денсаулығына әсер ететін тамақ өнімдерінің, су, ауа, топырақтың, құрылыс материалдарының, полимерлік және әртүрлі мақсаттағы басқа да өнімнің, физикалық, радиологиялық және өзге де факторлардың санитарлық эпидемиологиялық сараптамасын жүзеге асырады. Істеп тұрған, салынып жатқан ғимараттар мен үй-жайларда сыртқы орта объектілерінің зертханалық аспаптық тексерулерін жүргізеді. Бактериологиялық, паразитологиялық, радиологиялық және токсикологиялық ПТР зерттеулер жасайды. Зерттеу номенклатурасын кеңейту және жасалатын талдауларды жақсарту мақсатында зертханалық зерттеулер мен өлшеулердің жаңа озық әдістемелерін сынақтан өткізу мен енгізуге жауапты. Ал Астанадағы медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығында біріншіден денсаулық сақтау, IT, жоғары менеджмент, қаржы және экономика, құқық, HR менеджмент және ұйымдастырушылық басқару саласында бизнес тренингтер мен семинарлар өткізіледі. Екіншіден, медицина қызметкерлерін оқытып, олардың біліктілігін арттырады. Үшіншіден, қызмет көрсетуші персоналға арналған корпоративтік оқыту жолға қойылған. Төртіншіден, кешенді түрде конференциялар мен дөңгелек үстелдер, мастер-класстар, корпоративтік тимбилдинг ұйымдастырылады. Медициналық орталықтың сапасына күш қосып тұрған және бір мүмкіндік бальнеологиялық факторға негізделген санаторийлік курорттық мекемелер желісі. Олар азаматтарды оңалтып сауықтыратын Бурабайдағы Оқжетпес, Алатау баурайындағы Алматы және Ресейдегі Есентуки шипажайлары. Соңғысы тіпті Кавказ минералды сулары қатарындағы жоғары санатты шипажай саналады. Рет-ретмен баяндасақ, Қазақстан Республикасы Президент іс басқармасы медициналық орталығының Оқжетпес емдеу сауықтыру кешені жыл бойы қызмет көрсететін климаттық бальнеологиялық кешен. Мұндағы Қарағайлы орманның таза ауасы, Балпаш Сор көлінің балшығы мен Майбалық көлінің минералды суы, радонды терапия мен арқаның балғымызы, жүрек тамыр жүйесі, тыныс алу мүшелері, тірек қимыл аппараты, ас қорыту, қан айналымы, эндокринді және жүйке жүйесі аурулары, урологиялық және гинекологиялық аурулардың таптырмас емі.
Жыл бойы жұмыс істейтін оқ жетпесте физикалық терапевтика, косметология, массаж және шекті мониторлық тазалау кабинеттері, сумен, балшықпен емдеу орны, себезгі залы, урология, стоматология, ингалятор, фитобар, зертханалық диагностикалық бөлімше сақадай сай. Емдеу ғимаратында өткізілген терапияның тиімділігі мен қауіпсіздігін бақылауға мүмкіндік беретін қуатты аспаптық база және бар. Онда ультрадыбыстық, функционалдық, электрокардиографиялық, зертханалық диагностика, ЭКГ және смарт-холтерлік мониторлау әдістері жасалады. Алатаудың баурайындағы атаңызға айналған Алматы емдеу сауықтыру кешені. Мұнда климатотерапия, бальнеология және балшықпен емдеуді жоғары деңгейде жүзеге асырады. Атап айтқанда миокард инфаркттен кейінгі қан айналымы жүйесімен мидағы қан айналымының бұзылуына қарсы және жүрек, ми, жұлын, буын операциясынан кейінгі ем домосында жасалады. Қазақстан Республикасы Президент іс басқармасы медициналық орталығы медициналық туризмнің дамуына да үлес қосып отыр. Оның және бір дәлелі, алыс жақын шетелдіктердің Ресейдің Есентөкей қаласындағы Қазақстан емдеу сауықтыру кешеніне ағылуы, Қаптауының қойнауындағы қазақстандық шипажай, өз балшық қоймасы бар, санаулы курорттардың бірі, әрі бірегейі. Олай болатыны, ол жерде оттегі терапиясы, жалпы магнитотерапия, озон терапиясы, Старвак аппаратында целлюлитке қарсы пневмомассаж, пульстар PSX аппаратындағы лимфопрессотерапия, жылы балшықпен емдеу, герудотерапия, емдік ванналар, авантрон, суасты душ массажы, гинекологиялық процедуралар, урологиялық процедуралар жасалады. Соған сай Қазақстан 2022 жылы 112 шипажайдың арасынан берелді курорт 26 туристік порталының Кавказ минералды сулары рейтингінде 2-ші орынға ие болған. Президент іс басқармасы медициналық орталығы құрамындағы бірегей кешен Қарлығаш балабақшасы 750 орындық 3 балабақшадан құралған. Олар көркем эстетикалық, экологиялық, танымдық сөйлеу және интеллектуалдық бағытта жұмыс істейді. Ол үшін қазақстандық және әлемдік методикалар бір жүйеге келтіріліп, мектепке дейінгі білім берудің барлық игі әдіс-тәсілдері қолданылуда. Оған және сауықтыру жұмыстары да кіріктірілген. Қарлығаш балабақшасындағы инфрақызыл сауна, тұз шахтасы, фитотерапия, Стрельникова әдісімен тыныс алу гимнастикасы, физиотерапия, массаж жолдары, аяққа су құю, денсаулық ізі, соның дәлелі. Сондай-ақ мұнда бала денсаулығындағы ауытқуларды ерте анықтау мақсатында оларға чекап тексеруден өту мүмкіндігі бар. Осы уақытқа дейін ел азаматтарының денсаулығы үшін қыруар іс тындырған Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығы бұдан кейін де дами бермек. Айталық, биыл мұнда санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығының қызметі негізінде халықаралық референс орталық ашу жоспарланып отыр. Мақсат тамақ, ауыз су және басқа да объектілерден алынатын сынамаларға зертханалық зерттеудің кең спектрін жүргізу. Тиісінше мақсат бар жерде талап бар. Ал талап еткен еңбек, төккен тердің жеміс беруіне кепіл болатын бірден бір қозғаушы күш. Medical Center of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan, a prestigious brand of domestic healthcare, clinic, science, and education are the three areas in which this large establishment operates. Over 5,000 specialists, including about 1,200 physicians and pharmacists, 1,600 paramedical staff, 30 doctors, and 65 candidates of medical science. About 150 teachers are employed in the system of the medical center. Основная задача и миссия медицинского центра управления делами президента – это поиск. The main objective of the medical center of the Presidential Affairs Administration is to bring modern global solutions and innovations to Kazakhstan. Thus, it means adapting unique opportunities within the country first and putting new technologies to use in the regions as a transfer. Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и в дальнейшем, чтобы эти технологии были доступны в регионах страны. Every citizen of the Republic of Kazakhstan can get free and high-quality medical care at a medical center.
The system of the medical center of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan includes 8 subordinate organizations. The first of them is the Hospital of the Medical Center in Astana. The patient's health is guaranteed by the JCI International Quality and Safety Standards for Medical Services, an independent laboratory for genomic diagnostics, an international training center for robotic surgery, a new checkup diagnostic department, designed in accordance with the latest international standards, a nuclear medicine center, and a diagnostic and treatment block. Буквально недавно мы запустили. We recently launched a new center for nuclear medicine. Индира. Opened a brand new medical building that provides rehabilitation services. We have robots, a number of diagnostic devices. Our medical devices and equipment meet all international standards. It should be noted that the Nuclear Medicine Center is open 24/7. Thanks to this, patients from all over the country can be examined and treated free of charge at the first stage of cancer. The Nuclear Medicine Center is the only one in Central Asia, and one of its features is the production of radiopharmaceuticals. That is, the center independently produces fluoroxyglucose. This drug allows to determine with 100% accuracy whether a person has cancer. By 2026, the Nuclear Medicine Center plans to launch production of 8 more radiopharmaceuticals. As a result, in addition to oncology, it will be possible to diagnose cardiological and neurological diseases. The treatment block, with a capacity of 200 beds, has its own unique feature, a multi-layer spiral CT for 640 slices, which has no analogs in Central Asia. In one turn, this device reveals pathology and such organs as the heart, brain, liver, and kidneys. In addition, state-of-the-art 3 Tesla equipment allows MRI to diagnose heart defects, central-grade vessels, and more. The Central Clinical Hospital in Almaty has great potential. Cardiological, neurosurgical, orthopedic, surgical, gynecological, and urological operations are performed here. The hospital, which has successfully passed the international JCI accreditation 3 times, has introduced methods for diagnosing infertility, Alzheimer's disease, dermatomyositis autoimmune disease, HIPEC therapy for the treatment of cancer patients, and 4-component therapy for the treatment of heart failure. A state-of-the-art neurosurgical operating room with equipment for arrhythmology, Parkinson's disease surgery, and a Philips Azurian 7 biplane was opened. The Center for Sanitary and Epidemiological Expertise, established in 2004, conducts all types of research that meets the requirements of international standards, among which sanitary and epidemiological expertise of food products, water, air, soil, construction materials, polymeric and other products for various purposes, physical, radiation, and other factors that affect human health at government facilities, laboratory and instrumental studies of environmental objects in existing buildings and premises under construction, bacteriological, parasitological, radiological, and toxicological, PCR studies, approbation and implementation of new advanced methods of laboratory research and measurements in order to expand the range of research and improve analysis. In Astana, the Center for Medical Technologies and Information Systems firstly conducts business trainings and seminars in the field of healthcare, IT, top management, finance, economics, law, HR management, and organization management. Secondly, training and professional improvement of medical workers are conducted. Thirdly, there is corporate training for service personnel. Fourthly, a comprehensive organization of conferences and roundtables, masterclasses, corporate team building. The network of sanatorium and spa resorts improves the quality of the services provided by the medical center. Thanks to balneological factors, the rehabilitation of citizens takes place at such health resorts as Okshitpes and Burabai, Almaty on the slopes of Alatau, and Yesintuki in Russia. The latter is considered as a unique medical facility, one of the top resorts of the Caucasian mineral waters. The Okshitpes Health Resort of the Medical Center of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan is a climatic and balneal complex that operates year-round. Therapeutic mud of Lake Balpashsor and Maybalik mineral water, pantotherapy, radon therapy, kumis therapy. All of this has a positive effect on the cardiovascular system, respiratory organs,
musculoskeletal system, digestive, circulatory, endocrine and nervous systems, urological and gynecological diseases. The Okjitbes Health Resort has rooms for physiotherapy exercises, cosmetology, massage, and intestinal monitoring, chambers for water and mud therapy, urology, dentistry, inhalers, juice bars, laboratory, and diagnostic department, which are all open year-round. The effectiveness and safety of therapy can be monitored with extensive equipment that the medical building has: ultrasound, functional, electrocardiographic, laboratory diagnostics, as well as ECG, ABPM, and Holter monitor examinations are carried out here. The well-known Almaty Health Resort is located on the slopes of the Alatau Mountains. It provides services in climate therapy, balneotherapy, and mud therapy. Also, it provides treatment, recovery, and rehabilitation of patients with diseases of the circulatory system after myocardial infarction, acute violations of cerebral circulation, after operations on the heart, brain, and spinal cord, after various injuries, operations on the joints. Medical Center of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan pays great attention to the development of medical tourism. This is certified by the influx of foreigners to the Kazakhstan Health Resort, located in Yessentuki, Russia. The uniqueness of the sanatorium is that it has its own mud storage. The following services are also provided: oxygen therapy, oxygen pressure chamber, general magnetherapy, ozone therapy, anti-cellulite pneumomassage on the Starvok device, pressotherapy in the Polestar PSX device, warm mud treatment, hydrotherapy, therapeutic baths, Aventron, underwater massage shower, gynecological procedures, urological procedures. In 2022, the health resort placed the second in the ranking of the resorts of the Caucasian mineral waters of the Kurort 26 tourist portal, ahead of 112 other resorts. The Karlagash Kindergarten is a unique facility that is a part of the Medical Center of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan. It consists of 3 kindergartens for 650 places, which work in the artistic, aesthetic, environmental, cognitive, speech, and intellectual areas. In this regard, Kazakh and world methods are brought into a single system where the best methods of preschool education are used. Wellness activities are also a vital part of the system. The Karlagash Kindergarten provides phytotherapy, Strelnikov breathing exercises, physiotherapy, food dowsing, infrared sauna, salt mine, massage paths, health bath. The kindergarten pupils have the opportunity to undergo checkup examinations in order to identify health abnormalities at an early stage. Medical Center of the President's Affairs Administration of the Republic of Kazakhstan has done a significant job in the field of medical support and health preservation. There are still ambitious goals ahead. This year, an international reference center based on the activities of the Center for Sanitary and Epidemiological Expertise will be opened. This, in turn, will expand the range of laboratory studies of samples taken from food, drink, and other objects. The main goal of the Medical Center of the President's Affairs Administration is to ensure a high level of quality and safety of medical care provided, and to preserve the health of citizens. If there is a goal, there is a demand. Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы 1997 жылы Астана қаласында ашылған. Аурухана 2015 жылдың наурыз айынан бастап жаңа ғимаратқа орналасты. Аурухана аурудың алдын алу, оңалту, емдеу, диагностика жасауда ең озық әдістерді қолданады. Бұл көп бейінді клиникада 7 терапиялық және 9 хирургиялық бағыт бойынша медициналық қызметтің барлық түрі көрсетіледі. Жоғары білікті мамандардың толыққанды медициналық көмек көрсетуі басты артықшылық. Аурухананың жоғары технологиялық және инновациялық медициналық құралдармен жабдықталуы бірегей диагностикалық және емдік іс-шаралардың барлық түрін жүргізуге мүмкіндік береді. Аурухана 2016 жылдан бастап денсаулық сақтаудағы алтын стандарт болып табылатын әлемдік GCI аккредитациясынан 3 рет сәтті өтті.
етті. Сондай-ақ ұлттық аккредиттеу стандарттарына сәйкес жоғары санатқа ие. Бұл мінсіз менеджменттің қауіпсіз әрі сапалы қызметтің айғағы. 2018 жылдан бері ауруханада халықтың денсаулығын алдын ала тексеріп скринингтен өткізу үшін чекап диагностика бөлімшесі жұмыс істейді. Бұл адам денсаулығын кешенді тексеріп, аурудың асқыну қаупін анықтайды. Заманауи медициналық жабдықтардың көмегімен диагностика жүргізіледі. Бұл патологиялық өзгерістерді ерте сатысында анықтауға және емді дұрыс әрі нақты тағайындауға мүмкіндік береді. Аурухана қызметіндегі маңызды бағыттардың бірі кардио және нейро оңалтумен қатар жарақаттан кейін қалпына келтіру. Гибридті жүрек қан тамыр хирургиясы мен роботталған хирургияны қоса алғанда, операциялардың 85%-дан астамы биплан ангиографының көмегімен үлкен тілік жасамай аз инвазивті әдіспен жасалады. Ауруханада қатерлі ісікті емдеуде фотодинамикалық терапия тәсілі қолданылады. Бұл Қазақстанда қатерлі ісікті емдеуде қолданылатын бірегей әдіс болып табылады. Ядролық медицина орталығында радиофармацевтикалық препараттарды өндіретін циклотронды өндірістік кешен жұмыс істейді. Онда жоғары технологиялық диагностика жасалып, радионуклеидтік әдістермен ем жүргізіледі. Мұндай орталықтың орталық Азияда ешқандай баламасы жоқ. Геномдық зертхана ауруды ДНК деңгейінде анықтай отырып, генетикалық зерттеулер жүргізуге, онкологиялық ауруларға бейімділік пен тұқым қуалайтын ауруларды анықтап, пациенттерді емдеу жолдарын қарастыруға мүмкіндік береді. 2023 жылдан бастап ауруханада респираторлық медицина, ас қорыту жолдарының проблемалары, аутоиммундық аурулар, диабеттік аяқ, спорттық медицина орталықтары жұмыс істейді. Аурухана кәсіби мамандардың қажырлы еңбегінің, озық басқару жүйесі мен кадрлық әлеуетінің арқасында елдегі стационарлар рейтингінде көш бастап тұр. Клиника, ғылым және білім үштігінің бірігуі айтулы ғылыми жетістіктерді клиникалық тәжірибеге ауыстыруға мүмкіндік береді. Ал озық технологиялар, кәсіби біліктілік және пациенттерге жасалатын күтім халықаралық стандарттарға сәйкес жоғары сапалы медициналық көмекті қамтамасыз етеді. Больница медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан основана в 1997 году в молодой столице Казахстана, городе Астана. С марта 2015 года больница расположена в новом здании. В больнице самые передовые методы в области профилактики и диагностики, лечения и реабилитации. Это многопрофильная клиника, где оказывается весь спектр медицинских услуг по 9 хирургическим и по 7 терапевтическим профилям. Особенностью является оказание медицинской помощи полного цикла высококвалифицированными специалистами. Оснащение больницы высокотехнологичным и инновационным медицинским оборудованием позволяет проводить весь спектр уникальных диагностических и лечебных манипуляций. С 2016 года больница трижды подтвердила международную аккредитацию JCI, которая является золотым стандартом в здравоохранении и свидетельствует о безукоризненном менеджменте, высочайшем качестве и безопасности услуг. Также имеет высшую категорию соответствия стандартам национальной аккредитации. С 2018 года в больнице функционирует отделение чекап-диагностики для профилактики и скрининга населения. Оно успешно справляется с проведением комплексного обследования здоровья и выявлением рисков развития заболеваний. Действуют диагностические направления, представленные медицинским оборудованием экспертного класса, что позволяет выявлять патологические изменения на ранних стадиях и своевременно назначать адекватное лечение. Одним из важнейших направлений деятельности является реабилитация, включая кардиореабилитацию, нейрореабилитацию и восстановление после травм. Более 85% хирургических вмешательств проводятся мини-инвазивно, без больших разрезов, с использованием бипланового ангиографа, включая гибридную сердечно-сосудистую хирургию и роботизированную хирургию.
Уникальные методы лечения, представленные в больнице, такие как фотодинамическая терапия, используются для борьбы со злокачественными новообразованиями и является единственной подобной методикой в Казахстане. В Центре ядерной медицины с собственным циклотронно-производственным комплексом осуществляется производство радиофармпрепаратов и оказывается высокотехнологичная диагностика и лечение с использованием радионуклидных методов. Аналогов такого рода центров в Центральной Азии нет. Геномная лаборатория позволяет проводить генетические исследования, изучая заболевания на уровне ДНК, позволяет выявить предрасположенность к онкозаболеваниям, наследственным заболеваниям и разработать индивидуальные планы лечения для пациентов. С 2023 года в больнице функционируют центры респираторной медицины, проблем пищеварительного тракта, аутоиммунных заболеваний, спортивной медицины и диабетической стопы. Больница заслуженно занимает лидирующие позиции в рейтинге стационаров страны благодаря упорному труду команды профессионалов, постоянному совершенствованию системы управления и развитию кадрового потенциала. Интеграция принципов триединства, клиники, науки и образования позволяет переносить передовые методы и научные достижения в клиническую практику. Уважаемые коллеги, передовые технологии, уважаемые гости, участники сегодняшней конференции, уважаемые коллеги, просим всех рассаживаться по местам. Мы начинаем сегодняшний конгресс. Алғашқы синтетикалық фармацевтикалық препарат аспирин 1897 жылы шығарылды. Содан бері адам сенгісіз ілгерілеу орын алып жатыр. Денсаулыққа қатысты көптеген мәселелерді шешу үшін жаңа дәрілер әзірленді. Бүгінгі таңда нарықта 12 мыңнан астам дәрілік заттар бар. Бұрын талай буын ұрпақты өлімге душар еткен ауруларды алдын алуға, емдеуге және ауру ағымын саябырлатуға қабілетті препараттар ұсынылды. Дәрігерлер бүгінде осындай күрделі ақпарат ортасында қалды. Тиісті дәрілерге қол жетімділік халық денсаулығы мен экономика көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етеді. Сапалы, қауіпсіз және тиімді препараттар, вакциналар мен медициналық бұйымдар денсаулық сақтау жүйесінің жұмысы үшін орасан құндылыққа ие. Дәрілер пациентті аурулардан сақтау үшін жасалады, бірақ солардың өздері кейбір жағдайларда аурудың себепшісі болуы мүмкін.
жыл сайын жаңа препараттардың саны артып келе жатыр. Адамдардың өмір сүру ұзақтығы анағұрлым ұлғаюда. Осыдан полиморбидтілік ауыртпалығы артып, полипрагмазия сияқты құбылыстың таралуы кең ауқым алуда. Дәрілік заттардан туындайтын күрделі жағымсыз әсерлер, аурулар мен олардың асқынулары өзекті мәселеге айналып, әсіресе егде, қарт жасындағы пациенттерде барған сайын қиындықтар туғызуда. Ересектердің 60% кем дегенде рецепт бойынша босатылатын бір дәрілік зат қабылдаса, 15% бір мезгілде 5 және одан да көп дәрі қабылдайды. Кез келген препарат жағымсыз реакцияны тудыруы мүмкін. Ондай қиындыққа әр саладағы дәрігер тап болады. Қолданысқа мақұлданған дәрілердің 20%-ында тіркеу сынақтары кезінде елеулі жағымсыз әсерлер анықталмағандығы белгілі. Әлбетте, дәрі-дәрмектің терапия пациенттің өмір жасын ұзартып, өмір сүру сапасын жақсартатынына сенеміз, үміт артамыз. Бірақ бұл ретте сол дәрілер зиян келтіріп, жаңа ауруларды тудыруы немесе пациентте бар ауруды асқындыруы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Препараттардың дұрыс тағайындалуы мультидисциплинарлық топтың жұмысы. Жағымсыз реакциялар дәрімен индусияланған аурулардың себебі болып табылады. Дәрмен индусияланған аурулар қартайған сайын 6 есе артады. 2022 жылы Еуропада жағымсыз реакциялар туралы 2.900.000 хабарлама тіркелді. Дәрілер туындаған ауруларға байланысты шығындар қоғамдық денсаулық саласына айтарлықтай салмақ салады. Мұндай аурулар емінің орташа ұзақтығы 26 күнді құрайды. Жыл сайын еуропалық стационарларда қажетсіз реакциялардан шамамен 197.000 адам қайтыс болады. Ауруханаға жатқызылған 400 пациенттің бірінде дәрілік заттарға ауыр жағымсыз реакциялар пайда болады. ақш-та дәрмен индусияланған ауруларды емдеуге жұмсалатын шығындар онкологиялық ауруларды емдеуге жұмсалатын шығындардан 2 есе артық. Фармакотерапияның орасан зор пайдасы да, онымен қатар жүретін қаупі де бар. Пациентте жаңа ауру пайда болған кезде немесе бар ауруы өршіген кезде біз өзімізге пациенттегі бұл жағдай қабылдаған дәрілерінен болуы мүмкін бе деген сұрақты қоюымыз керек. 1997 жыл Астанада Қазақстан Республикасының президенті іс басқармасының медициналық орталығының ауруханасы ашылды. 25 жылдан астам жұмыс уақытында ол Қазақстанның барлық өңірлерінен келген мыңдаған пациенттерге көмек көрсетті. Бүгінде бұл республиканың жетекші медициналық мекемесі болып табылады. Мұнда халықаралық стандарттар бойынша диагностика мен емдеудің ең заманауи технологиялары қолданылады. Уважаемые коллеги, дорогие гости, разрешите представлюсь, Рустам Албаев, главврач президентской клиники. Для официального открытия сегодняшнего конгресса на сцену приглашается руководитель медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан Цой Алексей Владимирович, представитель Всемирной организации здравоохранения, руководитель странового офиса ВОЗ Скендер Сила. Пожалуйста. Алексей Владимирович, пожалуйста, вам приветственное слово. Құрметті ханымдар мен мырзалар, dear ladies and gentlemen, уважаемые гости, открывая Конгресс терапевтов Казахстана, я рад приветствовать гостей и всех участников мероприятия. Конгресс проводится под эгидой Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан и при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Выражая глубокую благодарность
руководителю странового офиса Всемирной организации здравоохранения господину Скендер Сыла и министру здравоохранения Республики Казахстан Ажар Геният. Данный международный конгресс – профессиональная платформа, объединяющая научные достижения, клиническую практику и академические аспекты с целью повышения уровня медицинской помощи. Ключевым звеном в здравоохранении является терапевтическая служба, перед которой стоит цель трансформировать подходы и методики диагностики и лечения, соответствовать вызовам и удовлетворить возрастающие потребности населения в целом. Приоритетной задачей современной терапии является интеграция последних научно-клинических достижений лекарственной терапии в практику на основании доказательной медицины. В настоящее время медицинская служба управления делами стала устойчивым, конкурентоспособным медицинским кластером, апробирующим передовые инновационные технологии. В ходе Конгресса будет представлен передовой опыт специалистов Казахстана, Европы и Азии в таких важных направлениях, как госпитальная фармация и безопасность медикаментозной терапии. Уверен, что данная встреча представителей медицинского сообщества придаст огромный импульс для принятия важных решений для развития терапевтической помощи. Полученные знания будут направлены на реализацию новых подходов и методов улучшения качества жизни пациентов. Желаю плодотворной работы, успешного партнерства. Всем большое спасибо за участие в данной конференции. Рахмет. Уважаемый Алексей Владимирович, огромное спасибо. Коллеги, сегодня, к сожалению, министр здравоохранения Ажар Геният не смогла принять участие в режиме офлайн, но в режиме онлайн она записала приветственное слово. Пожалуйста, трансляцию. Саламатсыздар ма? Құрметті конгресске қатысушылар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі күні денсаулық сақтау саласында мемлекеттік саяси маңызы бар дәрі-дәрмек терапиясы мәселелері бойынша өткізіліп жатқан конгресстің қатысушылары мен қонақтарына қош келдіңіздер деймін. Халықтың денсаулығын сақтау және халыққа халықаралық стандарттар деңгейінде медициналық көмек көрсету Қазақстанның мемлекеттік саясатының маңызды басымдығы болып табылады. Өткен жылы қабылданған Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасы өз алдына көптеген міндеттер қойды. Атап айтатын болсақ, тұрақты қаржыландыру жүйесі бар, бәсекеге қабілетті денсаулық сақтау саласын сақтау жүйесін дамыту, ауылдық денсаулық сақтауды дамыту. Сондай-ақ ең басты мақсат қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығын ұлғайту және диагностика мен емдеудің ең заманауи технологияларын енгізу. Принятая в прошлом году концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года ставит перед собой задачи развития конкурентоспособной системы здравоохранения, где одними из приоритетных направлений является внедрение эффективных современных технологий диагностики и лечения, необходимых для достижения главной цели – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни казахстанцев. Вместе с тем, современное лечение не представляется возможной без лекарственной терапии, что подразумевает соответствующее лекарственное обеспечение, развитую фармацевтическую промышленность и систему своевременного обеспечения фармацевтическими средствами. Для реализации этой задачи кардинально реформирована вся система производства, импорт, регистрации и оценки качества лекарственных средств. Хочется отметить, что с 2019 года более чем в 2 раза увеличился объем выделенных средств на амбулаторное лекарственное обеспечение, что позволило 2,5 раза увеличить покрытие количества нозологий с 48 до 126 и лекарственных средств с 270 до 340.
и бесплатно обеспечить пациентов с 2,5 миллионов почти до 4 миллионов человек. В целях обеспечения биологической безопасности, то есть независимости от третьих стран, а также для стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности и обеспечения потребностей государства и общества биофармацевтической продукции, знаете, создан национальный холдинг «Казбиофарм». Холдинг нам позволит расширить спектр используемых современной терапии методов лечения и профилактики целых ряд заболеваний, в том числе вакциноуправляемых инфекций. Повышение качества медицинской помощи и обеспечение безопасности пациентов невозможно без правильного подхода к выбору способов и методов лечения. Рациональный подход к лечению лекарственных средств означает, что лекарства следует назначать только тогда, когда они необходимы. Во всех случаях следует соотносить пользу лекарственных средств и риски, связанных с их применением. В настоящее время отмечается внедрение в практическое здравоохранение большого количества новых лекарственных средств. Стремление повысить эффективность лечения зачастую приводит к назначению большого количества лекарственных препаратов, то есть полипрагмазии, которая проявляется снижением эффективности фармакотерапии и развитием нежелательных лекарственных побочных эффектов и увеличением расходов системы здравоохранения. Для решения данных проблемных вопросов в странах-лидерах здравоохранения на сегодняшний день реализуются проекты госпитальной фармации, которые являются одними из международных требований. На сегодня данная практика внедрена в нашей республике, успешно в 9 медицинских организациях здравоохранения реализуется, и в дальнейшем мы намерены дальше транслировать данный опыт во всех многопрофильных больницах нашей республики. Повышение качества медицинской помощи и обеспечение безопасности пациентов невозможно без профилактических мер по предотвращению и минимизации последствий медицинских ошибок. Предупреждение ошибок и связанный с ним ущерб для здоровья подразумевает высокую степень подготовленности медицинских кадров, создание системы и процедур, обеспечивающих современный, своевременный выбор правильного лекарственного препарата, правильные дозы, правильного пути ведения, правильного времени и кратности приема препарата. Настоящий конгресс является площадкой для развития образования для специалистов широкого круга специальностей. Уверена, что опыт, полученный участниками конгресса, внесет весомый вклад в совместные усилия в развитие современной фармакотерапии и станет хорошим стимулом для научных клинических достижений на благо пациентов. Желаю вам всем плодотворной работы и успеха. Поблагодарим Ажар Гениятовну. Следующее приветственное слово предоставляется представителю Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Скандер Сила. Раз. Кайрулы Тан, dear Dr. Soy, Professor Kamaljan Nadirov, Rector of Astana Medical University, Professor Raka, honorable participants, I am so honored and privileged to be part of this great event, and congratulations to organizers for making such excellent preparation and organization of this excellent event. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые профессоры. Я очень рад быть частью такого важного большого мероприятия. И я также хотел бы поблагодарить организаторов за организацию и подготовку такого невероятного мероприятия. The Congress today is dedicated to an extremely important topic of the quality and safety of medicines. Quality assured safe and effective medicines, vaccines, and medical devices
are fundamental and critical to well-functioning of health system. Today, there are thousands of drugs on the market able to prevent, treat, and lessen the impact of diseases that would have been fatal just a few generations ago. Конгресс сегодня посвящен очень важной теме, связанной с качеством и безопасностью медицинских препаратов. Эффективные, безопасные, с подтвержденным качеством препараты, вакцины и медицинские устройства крайне важны для функционирования системы общественного здравоохранения. Сегодня на рынке присутствует очень много лекарственных препаратов, которые способны предотвратить, лечить и уменьшать воздействие влияния заболеваний, которые еще несколько поколений назад могли бы быть смертельными. At the same time, antimicrobial resistance is challenging the effectiveness of many commonly used medicines in one of the most concerning threats to global health today. Medication harm accounts for 50% of the overall preventable harm in medical care globally. On top of that, many countries face the challenges of falsified and substandard medicines. В то же время устойчивость к противомикробным препаратам существенно осложняет эффективность многих распространенных используемых лекарств и создает очень большую угрозу для общественного здравоохранения сегодня. В то же время на вред от медицинских препаратов приходится 50% общего предотвращаемого вреда в медицинском лечении на мировом уровне. И кроме того, многие страны сегодня также сталкиваются со сложностями, которые связаны с производством искусственных, фальшивых препаратов, которые не соответствуют медицинским стандартам. Last week, World Health Organization, in collaboration with Uppsala Monitoring Center, conducted a Global Medicine Safety Week. To mark the event, jointly with the Ministry of Health of Kazakhstan, we organized a roundtable dedicated to adverse events following immunization. We also work on strengthening the benchmarking of national regulatory agencies. This week, jointly with the Committee for Medical and Pharmaceutical Control, we are conducting GMP, Good Manufacturing Practices, Observed Audit Mission. На прошлой неделе ВОЗ в сотрудничестве с мониторинговым центром Упсалы проводила мировую неделю безопасного применения лекарственных средств. И для того, чтобы отметить это событие совместно с Министерством здравоохранения, мы организовали круглый стол, который был посвящен неблагоприятным эффектам, возникающим после иммунизации. Мы также работаем над укреплением и созданием стандартов с национальным регулирующим агентством. На этой неделе совместно с Комитетом медицинского и фармацевтического контроля мы проводим миссию по аудиту по стандартам GMP, надлежащей производственной практики лекарственных средств. Another dimension of our collaboration with country authorities is regarding to antimicrobial resistance. Over the last years, World Health Organization organized numerous trainings engaging experts from clinical, laboratory, and public health settings. Moreover, we supported the Ministry of Health in the development and adoption of the multi-sectoral roadmap involving animal and environment health sectors in combating antimicrobial resistance. Еще одним очень важным направлением нашего сотрудничества с государственными органами в стране является устойчивость к противомикробным препаратам. За последние несколько лет ВОЗ организовала многочисленные тренинги с участием экспертов из больниц, лабораторий и организаций общественного здравоохранения. Кроме того, мы оказываем поддержку Министерству здравоохранения в разработке и принятии многосекторальной дорожной карты, которая охватывает как сектор здравоохранения для людей, так и для животных в противодействии устойчивости к противомикробным препаратам. I believe that this is a very good example of addressing complex challenges through data-driven
and well-coordinated actions. Therefore, once again, I'm grateful for the invitation to this Congress, and I'm sure that it will serve as a basis for fruitful discussion and knowledge exchange. Я верю, что это является очень хорошим примером изучения сложных проблем с помощью действий, которые подтверждены данными и хорошо координируются. Поэтому хотел бы сказать еще раз, что я благодарен за приглашение на данный конгресс, и я уверен, что это послужит хорошей основой для плодотворного обсуждения и обмена знаниями. Thank you very much. Спасибо большое. Коп рахмет. Thank you. Thank you. Құрметті әріптестер, қымбатты қонақтар, бүгінгі кеңеске қатысушылар, баршаңызға үлкен рахмет, большое спасибо всем коллеги, гости, участники сегодняшнего конгресса. Отдельное спасибо нашим спикерам за теплые слова и пожелания. Наша больница, честно говоря, впервые мы такого масштаба проводим конгресс по терапии под руководством медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан. Я очень надеюсь, что эти 2 дня они пройдут в очень креативной и плодотворной работе, потому что те проблемы и те вопросы, которые затрагиваться будут на данном конгрессе, они очень актуальны и очень интересны. Хочу поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения и представителей Министерства здравоохранения нашей страны. Всем спасибо. На этом разрешите официальную часть нашего конгресса, открытия, закончить, и мы переходим к пленарной сессии, к первой пленарной сессии. И в качестве модераторов на сцену приглашается академик Раиса Салмагамбетовна Куздинбаева и профессор Раушан Жомартовна Карабаева. Спасибо всем. терапевтов, но я бы сказала, надо еще добавить и клинических фармакологов, они в организаторах тоже этого конгресса. И надо сказать, что действительно тема, которую мы сегодня поднимаем, она очень важная для всего нашего здравоохранения, для здоровья наших пациентов, для нас самих, потому что мы с вами работаем с нашими пациентами. Это наши родные, близкие люди, естественно, что мы за каждого пациента переживаем, потому что вот это применение наших лекарственных препаратов, которых много у нас в стране сейчас зарегистрировано около 8 тысяч лекарственных препаратов. Конечно, вы видели сейчас видеоролики там об аспирине нашем, от салициловой кислоте, замечательном препарате, который уже сколько лет у нас на рынке. Вот такие препараты у нас есть, но сейчас препараты будут уже новые биологические препараты, именно биотехнологического происхождения, и будущее за этими препаратами. Конечно, побочные реакции лекарственных препаратов – это проблема очень-очень важная. Можно сказать, что нет лекарственных
лет 12 лет возглавляла фармакологический комитет нашей страны, и сейчас продолжаю работать, и, как говорится, и всю свою жизнь практически посвятила фармакологии, и всегда имею дело с побочными реакциями. Препараты эффективны, но качество, о чем вы сегодня должны говорить, и безопасность, конечно, на первом месте. За качеством и безопасностью наших лекарственных препаратов контролирует, регулирует, можно сказать, Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Головное учреждение находится здесь, в Астане. Есть филиалы этого учреждения. Но вы знаете, мы выполняем те же самые функции, которые выполняет FDA в Америке, ЕМА в Европе. Мы национальный центр здесь, в Казахстане. В национальном центре работает очень большой коллектив профессионалов. И, конечно, есть центр фармаконадзора, который был создан в 2005 году. И вот сейчас ролик показывали желтые карты, которых вы все хорошо знаете. И мы всегда просим сообщать все побочные реакции, которые возникают при применении лекарственных препаратов. И уже известная желтая карта, это, конечно, условно, это не значит, что надо запомнить прямо эту желтую карту. Нет, это условное обозначение сообщения о побочных реакциях лекарственных средств. И у нас сегодня, конечно, в программе, я вот смотрела программу внимательно, очень интересные сообщения, очень интересные доклады, и спикеры такие, высочайшие профессионалы, я думаю, они нам сегодня расскажут очень много интересного, познавательного, и мы с вами, я думаю, примем активное участие в обсуждении всех этих докладов и сообщений. Итак, дорогие коллеги, если у вас нет вопросов и предложений по ведению нашего конгресса, то мы переходим к рабочей части. Нет, ни вопросов, ни предложений, да? Тогда спасибо. Переходим. Так, у нас первый доклад полипрагмазии, да? Вот это, да? Полипрагмазия. Так, первый доклад очень интересный, обратите внимание. Полипрагмазия у гериатрических пациентов. Это очень и очень важная проблема сейчас не только для нашей страны, во всем мире. Вы знаете, количество людей пожилого возраста возрастает, и поэтому рациональное, правильное применение лекарственных препаратов, чтобы не навредить нашим пациентам. И поэтому такой доклад полипрагмазия, повторюсь, у гериатрических пациентов. Так, спикер Мухаммад Аль-Джафан, PhD, доктор, доцент, директор по фармакологии и токсикологии школы медицины Назарбаев университета, руководитель лаборатории открытия и исследования лекарств. Так, спикер у нас здесь, пожалуйста. Вот эта программа. Да, ну да. Thank you so much for inviting me to this Congress and for the opportunity to speak today. My name is Mohammed Al-Jafan. I'm the Director of Pharmacology and Toxicology at the School of Medicine, Nazarbayev University, and the Head of Drug Discovery and Development at the National Laboratory, Astana. My talk today, it's part of our research projects and interest in the Nazarbayev University as well as other local universities and health centers. Basically, we have interest in medication management, including the drug management and vaccine adherence and medication adherence as well, vaccine acceptance and medication adherence. And so today I'll be talking about polypharmacy, which is part of medication management in a subset of patient populations, which is the geriatric patients. Now, as you know, aging is a collective term that represents the sum of cumulative local effects at the molecular, cellular, and tissue levels. And the most consistent characteristics of the time-related is loss of functional units. These units such as nephrons, alveoli, neurons, and they collectively lead to disruption of regulatory processes, and the most important one is homeostasis. Now, a failure in homeostasis will lead, of course, to
other morbidities that we see with our geriatric patients. So these functional decline will produce anatomical as well as physiological changes which directly affect the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs. I don't know which one is that, but and so for this functionality or reduction in the functional units produces what we call morbidities, and therefore we try to treat these morbidities with, or comorbidities with medication, with pharmacological treatments, and that comes the phenomena which is called polypharmacy. And polypharmacy is an old definition. It's more than a century old, where people, it used to be called the unnecessary use of drugs or excessive use of drug consumption, as well as medication without indication. Now, however, today is the definition is of use of 5 or more currently in a chronic use or regular use. However, there was a paper position couple of years ago asking whether we can reduce this definition from 1 to 3 or 3 or more drugs in an adult use in a regular basis. However, studies shown that if you use 5 drugs or more, then you're actually more likely to increase by 20% the chances of adverse events such as fall, disability, and mortality. And now I would, some of the factors that might actually impact or what leads to polypharmacy, including the multiple prescribers, the multiple pharmacies, and segmented healthcare. Multiple prescribers, patients may use more than one medical doctor without, or adding new medications without consultation or professional consultations. The second one is multiple pharmacies. Now, and nowadays, a lot of people buy their pharmaceuticals online, and they basically put in 2 guards. First, the physician, which can actually provide them with consultations, and the pharmacist as well. And the third part is segmented healthcare. When you have a patient admitted to ambulatory care, they go into inpatient and then transferred into outpatient or in discharge. There is no shared files across the different segments, and these will produce quite a number of issues. Now, for the sake of time, I'd only mention 4 segments or 4 issues. The first issue is adverse drug effect. The second one is potential for drug-drug interaction, medication non-adherence, and prescribing cascade. Now, when it comes to adverse drug effects, you basically mentioned earlier that the change in metabolic processes and the clearance of drug clearance of these patients actually been compromised. Therefore, there's about up to 30% of acute geriatric medical admission is actually due to adverse drug effects. And the most commonly drug classes that we've seen with admission to geriatric patients is cardiovascular, anticoagulants, hypoglycemic, diuretics, and NSAIDs as well. Now, the second part is drug-drug interaction. A lot of patients, a lot of physicians rather, they prescribe drugs without taking note of what the patient is actually currently taking. So what this could lead to, basically the patient, you introduce a new drug to them, that drug may interact with a drug they already taken. So if you introduce a drug without checking the patient, so basically you're putting them at risk of interacting with the drug that they may take, or the food they're actually eating, or the diet, and also maybe supplements that they're taking, and finally, they may interact with drug. I've noticed, and we did a study recently, we've found that a lot of physicians, in different wards, they prescribe high or toxic medications or medication with high risk without checking simple things such as the GFR, glomerular filtration rate, without checking the kidney functions of these patients. You are putting the patient at risk. And so these together may affect either increase or decrease the drug effect, or sometimes may lead to fertility. These are quite important aspects that physicians should be aware of. The other important aspect, this is a work we just published here, work from with us and collaborators in Kazakhstan. We looked at medication non-adherence, which is one of the most important aspects that people, when it comes to patient behavior. What we've noticed though, we summarized the
factors that influence medication adherence into 5. And if you were to think about it in a percentage-wise, 5 will give you 20% each, just hypothetically speaking. Now, as soon as you deal with a geriatric patient, you have a 20% increase of likelihood of non-adherent patient. Now, the second factor is the therapy factor. So now we have a 20% chance of non-adherence, and that 20% can increase when you're dealing with a therapy that you give. Therefore, and that we found that leading to polypharmacy. So if you have a geriatric patient on polypharmacy, then you should know, or you assume that your patient has a 40% chance of not being adherent. And that's quite a problematic as what we've seen with this work. Now, the second part is prescribing cascade. This is quite an interesting phenomenon where you give the patient is being prescribed a drug. The side effect of these drugs are misinterpreted as commonly seen symptoms related to aging, such as sleepiness, lack of interest on certain things, diarrhea, constipation, and others. So as a physician who unaware or do not review the patient's file will assume that these are related to aging, and therefore they prescribe a second drug, and that second drug, the side effects of the other second drug will lead to prescription of another drug, and therefore leading to a cascade of different medications. And that's the phenomena of prescribing cascade. Now, what do we do? How do we manage how we manage polypharmacy in the geriatric? Basically, it's a teamwork, and we suggest to be a teamwork that involves different aspects. So it's to optimize the medication treatment in the elderly. You need to prove a systematic team that can actually work together to address the patients effectively and assess their adherence difficulties. Does the patient have any cognitive impairment due to age? Or do they have the medications? Are they for the right indications of the drug? The outcomes that you're actually aiming to have, or even identify drug therapy related problems, and then propose a medication plan or an optimization plan. This, of course, involves, once you're dealing with the patient, you're dealing with two parts, the patient themselves and you're dealing with the medication. So what you have to do, you assess the patient. Are there any, for example, you look at, do the patient have any burdens according to their adherence to the medications? Are the medications you give them actually indicated? And you look at assess the pharmaceuticals and see, are they taking the right medications? Are these medications giving them a reasonable benefit? And so you review these medications and you give them a plan of what they need to do. What I'm suggesting, though, it's quite an important aspect, is to de-prescribe, which is the process of reducing the prescriptions that you have, or reducing the drugs that the patient have. And these are simply done by you review the current medications, and then you identify medications which you may stop, or medication you might tamper down, reduce, or replace. And these, once you have a plan, once you identify these drugs, you make a plan with the patient themselves or their caregivers. And it's best achieved when you discuss this with the patient or their caregivers. And you allow and review and process, monitor the patients with the new plan, and see how the patient would benefit. So de-prescribing is quite an important process. So you basically target medications which the patients are no longer benefiting from. You prevent consequences of high-risk medication combinations, and also reduce the cost and hospitalization of these patients. It was shown that it will reduce, de-prescribing will actually reduce the medication-associated emergency admissions. It's best to remember to achieve this plan with the patients themselves or their caregivers. And finally, you will have these, you target drugs that are inappropriate by criteria, drugs that would overdose, drugs that would potential of drug interactions and side effects. You simplify the regimen, simplify the drugs for your patients. This will lead to improvement in medication adherence as well as decreasing the cost. Now I just want to show you tools that are actually available, as most clinical pharmacists, clinical pharmacologists on the audience might have actually come across these tools. I encourage the prescribers to look at these tools. They're available online and they're available in different societies. So one of them is actually Beer's criteria, which identifies the potentially inappropriate medication
Another one is the stop-start or start-stop criteria, which looks at medications which should stop, or medications that you've omitted and you might have to start again. There are certain criteria, such as the medication-specific criteria, such as Empower, which is for benzodiazepine, for example. You look on how to tamper, how to dose, and how to monitor your patient. Also, there are other criteria to check your patient's awareness and knowledge of the disease or the medication that you're taking. And finally, there's the Morse scale, which measures your patient's medication or adherence to their medication. And he's going to show you an example of how these criteria work. So you look at the top here, it gives you the medication class, and in the middle, it tells you what the risks are, and then it gives you a recommendation. For example, if the first red circle here, it tells you about the medication, for example, NSAIDs, okay, indomethacin, for example. And the recommendation there, these drugs may be contraindicated in patients with the chronic kidney diseases. So, and then you go to the recommendations, basically simply saying avoid or stop using these medications. That's quite an important aspect. These are quite easy to follow. I just want to add to these ones. I want to measure the last one here, which is, thank you. The last one here, which is the use of herbal medicines. Here in Kazakhstan, there's a lot of people, I mean, other parts of the world, actually now it's trendy. People use herbs or use supplements or buy them online without professional consultation, without approval. So the recommendation is what consequences they may have. They may actually interact with the drugs that actually they haven't, or the diseases. And also costs more for the patients with no proven or evidence-based benefits. So therefore, the recommendation is to stop, and you can possibly change this with use of dietary change or lifestyle changes. In summary, drug polypharmacy is a common and associated with complications. There are certain guidelines, BEES, stop-start guidelines can actually identify medications that the patients may not benefit from, and then obtaining a comprehensive assessment and de-prescribing plan is being shown to be helpful in the helpful with patients. And the evidence concerning polypharmacy shows that polypharmacy in high-risk medications that suggest older patients may actually benefit from purposeful, dynamic, and move to a fewer drugs. So de-prescribing is the way to go. Thank you so much. And большое спасибо за очень интересное сообщение. Я думаю, наши коллеги все уже сейчас знают о критериях Бирса, стоп-старт. И я думаю, вы в своей практической деятельности уже применяете. Сегодня в докладе господина Мохаммада Джофана очень интересные факты и о том, как рационально, правильно применять лекарственные препараты пожилым пациентам. И повторюсь, конечно, количество пожилых пациентов увеличивается, поэтому в стационаре сейчас, если так посмотреть, много лежит и лечится пожилых пациентов. Вот эти критерии, конечно, нам надо очень хорошо знать, ознакомиться с ними, кто еще не знает о них, и применять в своей практической деятельности. Огромное спасибо. Так, следующий, пожалуйста. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить следующее слово профессору Лулу Рака, профессор медицинской микробиологии и инфекционного контроля, медицинская школа Приштинского университета, директор национальной программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам и инфекциям. Вы все знаете, что сейчас проходит Всемирная неделя борьбы с антибиотикорезистентностью. Это очень серьезная проблема, актуальная проблема во всем мире. И на нашем конгрессе мы посвящаем этому целую секцию после обеда сегодня. Мы очень рады, что такая тематика вызвала большой интерес в нашей аудитории. И, пожалуйста, профессор Рака, please take a floor. Thank you very much, dear professors Kuzdenbayeva and Karabayeva, moderators, dear Dr. Skender Sula, head of WHO office, ladies and gentlemen. It is a special honor to be here today, and I would like to thank organizers for inviting me to share my presentation.
to come for the first time in one of the most beautiful countries I have been. I have traveled a lot, but this is a beautiful country and fantastic people with big heart. So thank you very much. My presentation is regarding to antimicrobial resistance stewardship program as a solution for rational antibiotic use in inpatient department. And as you know, Dr. Skender already mentioned one of the key challenges in today's world is antimicrobial resistance. We know that antibiotics are very precious. Antibiotics are weapons for mass protection, but unfortunately we are misusing and overusing them. And as a result, we have resistance. We have problems. And we all remember when we watch together with our children these cartoons, and it's the same with bacteria because they're always one step ahead of us. And it is a never-ending story of fight in this regard. I will show today also some cartoons that were prepared by one of our best cartoonists in my country, in the Republic of Kosovo. And these cartoons, very soon, when they were released, became property of World Health Organization as an awareness material worldwide. So I think you're going to like it. And this is how it's today situation with antimicrobial resistance. You can see doctor, you can see antibiotics, and you can see where we are now in today's world. As I mentioned, it is one of the top global public health threats to humanity, and the problem is much more expressed in developing world. So we remember Alexander Fleming at the year when he received the Nobel Prize in 1945. He said during his speech at that time, "The time may come when penicillin can be bought by anyone in the shops. Then there is a danger that an ignorant man may easily underdose himself and by exposing his microbes to non-lethal quantities of the drug make them resistant." And it happened much faster than he predicted, unfortunately. The impact of AMR today is incredible because it has a high mortality, high morbidity, and high cost. And that's why it is top priority worldwide today. Data from Lancet, recent data, showed that almost 5 million deaths were associated with antimicrobial resistance among bacteria, while 1.3 million deaths were directly related to this challenge. The World Bank estimates that the cost will be $3.5 billion per year in the next decade. And it will be up to 3.8 loss of GDP per annum if no action is taken today. You probably heard about and read this report of report by O'Neill, and some apocalyptic predictions. Based on this report submitted to World Health Organization, if the world is going to use, or better say misuse, antibiotics in health, in veterinary sector, in environment as it is doing today, then in 2050, more people are going to die from resistant bacteria than from a cancer. Today, 8.2 million people die from cancer based on official data. So we have to work and we have to act today because tomorrow can be too late. We will come in an era before Alexander Fleming. And then only tonsillopharyngitis or whatever urinary tract infection can be lethal if we don't act today, if we leave it for tomorrow. So what are challenges of AMR specifically in developing world? There are many challenges. First of all, there is healthcare system. Many countries in the world, they don't have at all a national action plan for antimicrobial resistance.
They have lack of diagnostic facilities. Water and sanitation are insufficient. Quality of antibiotics were already mentioned by Dr. Skender previously. And there are also very important regulatory and policy gaps which are weak or not implemented. I will just say one of them: over-the-counter sale of antibiotics. There is a law in my country, but you can still buy antibiotics without prescription from a doctor. And I heard that you have also sometimes in Kazakhstan the same problem. This has to be enforced. The other one is lack of resources, human, infrastructural, financial resources. Then it is coordination. AMR is one health approach, so it's not health. It's not only health. It is only veterinary sector, it is environment. And it is very difficult to coordinate among three sectors. You know yourself, sometimes even in one institution, first floor doesn't communicate enough with second floor. And it's even more challenging if it comes to different sectors. Then there is a lack of representative data, and if you don't have good data, you cannot have good intervention. There is insufficient awareness, and there are also cultural and behavioral barriers. I mentioned over-the-counter sale. In today's world of technology, you very often face with your patient so-called Google doctors. They know almost everything, but in fact nothing, because you are the last line who they should consult, not the Google. There is pressure from parents to prescribe antibiotics, to give injections sometimes. And there is poor compliance of patients. If they need to take antibiotics 7 days, and if they are good after 2 days, they will stop taking antibiotics. There is also huge pressure from pharmaceutical industry to prescribe particular drugs in the developing world. And there is also political idea of people who would like to be successful in short term instead of long term. This is one of my favorite cartoons of my colleague, Yeton, showing pressure from pharmaceutical industry. COVID-19 was a great accelerator. I think you had the same problem like in my country. Huge overuse of antibiotic. And I can show this by this slide. When in blue color, it is consumption of azithromycin 5 years before pandemic, and in 2020, you can see decrease was 7-fold, and imipenem increased 12-fold. The other color is Norway. They also had COVID, but there was no change in antibiotic use. And we are going to pay the bill for that, for sure. Oops. The factors contributing, the main factor is misuse of antibiotic, but there are also other factors that have been proved to be important, such as governmental intervention. And if you see the usage, you will see that in human health, 80% of antibiotics are used in primary care, 20% in hospital. But unfortunately, in 20 to 50% of cases, it is unnecessary use. And the other problem is veterinary sector, as I mentioned, which is even sometimes worse. The 30% rule is very often mentioned in literature, so it is basically 30% of all inpatients at any time they receive antibiotics. 30% of antibiotics are prescribed inappropriately in community. Up to 30% of surgical prophylaxis is inappropriate. 30% of hospital costs are from antibiotics, and 10 to 30% of these pharmacy costs can be saved by programs, by good antimicrobial stewardship. So what is the solution? The solution is based on several pillars. And these pillars, you know very well, are governance, information, education and training, surveillance, infection prevention and control,
prudent use, research, and international collaboration. I would like to mention a new activity this year, started by British Society for Antimicrobial Chemotherapy. They started this year the Global Antimicrobial Stewardship Accreditation Scheme, and I am one of the 5 members of the panel at that accreditation, and we already gave accreditation to some hospitals in US, UK, United Arab Emirates, Nigeria. So I will encourage, looking your hospitals, very modern hospitals, think about applying or think about having this accreditation. That is important in today's world of antimicrobial stewardship programs. So, solution is there. There is antimicrobial stewardship program, and it should be everywhere. It is proved to be efficient. Just put it everywhere, primary care, hospitals, everywhere. And it is a coherent set of actions which promote the responsible use of antimicrobials. This is a short definition by World Health Organization, and the other one from CDC is, what is antimicrobial stewardship? It is the right antibiotic for right patient at the right time with the right dose, the right route that cause the least harm to patient and future patients. It is very difficult to translate in different languages antimicrobial stewardship. So I think maybe in your language as well, we have difficulties, and we very often use the English version to tell them. So what are the goals? The goals are to improve patient outcomes, optimize patient safety, reduce resistance, and control costs, save money. What is toolkit of the program? Toolkit is based on the Nabanian approach. So first of all, you gotta have structure. That structure have to be at the Ministry of Health, but also at hospital or at primary care. This structure will take several activities, and this is process. And through these activities, you are going to have outcome. You are going to have a result, decreased resistance, increased efficiency. So from the field of structure, establishing national AMS program, first of all, there are several activities, but in the interest of time, I will not stop to each of them. Just you have to identify short and long-term priorities to focus on this structure. Identify facilities to roll out. Develop national AMS strategy with indicators. You must have indicators. What you are going to improve, in what time, how much, what percentage. You also have to dedicate financial human resources. You have to monitor and evaluate how you are doing that. And at the end, you have to give feedback to healthcare workers how they are doing their work. So at the national core element, they have been presented by World Health Organization at the toolkit that is available. And, but implementation should be not only by words. In many governments, it is only promise. But there should be action, not promises. Action on the field. So it's the same process at the facility level. So at facility level, you should also have a same structure with a dedicated team, with implementation of some interventions and monitoring that are presented here briefly. It is important at this time to conduct SWOT analysis. There are some common problems, but some problems might be unique for a facility or for an area, because your country is very large, has very large area compared to 10,000 square kilometers in my country. So there also might be some interesting challenges in particular facilities. So I already mentioned about resources, a multidisciplinary team. It has to be
microbiologist in the lab, infectious disease specialist, pharmacist, clinician, ICU, pediatrician, neonatology, and other based on necessity of the facility. And these are once again key facilities. I will not spend more time on it. What is another very important activity? In antimicrobial stewardship is not alone. There is triangle. I will say this one you have here. It is stewardship, but it is also infection prevention and control, because they go hand in hand with this area. And third one is diagnostic stewardship. You got to have facilities, laboratories to support diagnosis of multi-resistant strain, but infection prevention and control in this area is somehow in last decade a kind of orphan. Why? Because all the money goes to AMR. IPC is part of AMR. If you do hand hygiene, if you do vaccination, if you do sanitation, you are going to prevent usage of antibiotics, and you are going to prevent resistance. That's why it's very important. And that's why all the three components have to be at the same page. In the field of surveillance, I took some data, Republic of Kazakhstan and Republic of Kosovo. We report together our data in CSER. It is a network for antimicrobial resistance. Kazakhstan has been also very successful collecting data. And we were lucky also during the meetings that we had together, usually in Copenhagen, to share experiences, to share our views, and to address the problems. Regarding the use of antibiotics in healthcare facilities, there are three levels of data: consumption data, data on antibiotic use that are derived from individual patients, and they can help you to include information, and also patient audio data are very important also in the surveillance system. We, in our country in 2019, we used the opportunity to include access watch and reserve approach from WHO at the national essential medicine list. It is very important to include, so it might be one of solutions to see the spendage. And you can see some data here regarding these antibiotics. 60% has to be access class, at least 60%, meaning they should be always available for the doctor. So performing AMS interventions, the main outcome will be behavioral change in antibiotic prescribing policies. This is another favorite cartoon. We have to put antibiotics on the lock. We should not give them as the chocolates, prescribe as the chocolates as a doctor. From the hospital level, it is very important to define what are your priorities. So you should have target specific high priority wards, which are intensive care units usually, and you should focus what are the most common resistant strain in your hospital. There might be some changes. But for now, I heard yesterday in Kazakhstan, there is also the same problem, Acinetobacter baumannii in hospitals there, Acinetobacter baumannii in my hospital as well. And also, you have to focus on procedures. What is procedure that most commonly misused antibiotic? It is surgical prophylaxis before intervention. And there should be also local resistance profile through cumulative resistance antibiogram data. It is the same for primary care. These are areas for improving. Some of them I mentioned. It is very important. In your right side, it is an Albanian recently approved guideline for antibiotic use in primary care from Ministry of Health. You should follow official guidelines because they are mandatory. And through them, you can control the compliance of doctor following that. Of course, there is resistance at the beginning. Some of them will follow, some of them will not. But today, you have to have your guidelines based also on your specific resistance profile, but it should be evidence-based medicine. So it is important to have, if you don't have it now, the approach is prepare, plan, do,
study and adopt. So during the way, if you see some problems, you can adjust your program. Some of the basic intervention are here. I already mentioned them. And types of intervention can be different in a hospital. Here are some of them that you might be very useful. It is a continuation of that. Role of IT is very important because with electronic data you can very easily control. Otherwise you are going to get lost in paperwork as it happened. And the other component is to assess, to monitor yourself, but it's better to come somebody from outside. It can be WHO office, it can be an international agency, because they will see differently on what you have achieved, what are challenges, and what you need to improve in your work. So monitoring and evaluation is another very important component. And these could be outcome measures, process measures, and also here are some outcome measures that can be useful in hospital level. And also education and training is very important, and you should give a lot of input there with different approaches, passive, active. But I will encourage you to have an interactive session in your facilities with other municipalities, sharing your experiences for particular patient, and discuss it based on evidence-based medicine and future trend. So in conclusion, and I think I'm right on time, maybe. So there is very important and significant to work all together to combat antimicrobial resistance. As I mentioned, from the One Health approach, usually in many European, but in other countries also, the results are evident in healthcare, but in veterinary sector, it is very difficult, our colleagues, to collect data. This is what happened in my country. I heard that in Kazakhstan is a similar situation. It is an area that requires multidisciplinary efforts that will provide optimal outcome. And it is ongoing, it is dynamic process. And in this process, you have to realize it is not 100-meter sprint. It is marathon, 42 kilometers. So save your energy, keep your energy. And call to action everyone to support this activity, because we have to create safer world for our children, for our grandchildren. So thank you very much for your attention. I will say Kop Rahmet with some pictures from my country. Thank you very much. Thank you so much, Professor Raka, for excellent presentation. Следующий спикер Замятин Михаил Николаевич, доктор меднаук, профессор, директор Федерального центра медицины катастроф. Ага. Я сейчас. Еще раз повторю, да. Так, следующий докладчик Замятин Михаил Николаевич, доктор меднаук, профессор, директор Федерального центра медицины катастроф, Национального медико-хирургического центра имени Николая Ивановича Пирогова, Министерства здравоохранения Российской Федерации. Так, доклад. Стратегия контроля антимикробной терапии, результаты десятилетнего исследования в многопрофильных стационарах. Дорогие коллеги, обратите внимание, есть соавторы. У вас у всех есть программа, и вы видите фамилии соавторов. Да? Спасибо, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Уважаемая Раиса Магомедовна, Равшан Жумартовна, уважаемые коллеги, в первую очередь позвольте поблагодарить организаторов конференции за возможность принимать участие в этом замечательном форуме. Special thanks for Professor Raka, because after his presentations, it's too easy for me to speak and to present our experience in implementation of antimicrobial stewardship program in our clinical practice, in our medical center. Итак, моя презентация посвящена результатам десятилетнего научного и практического опыта внедрения программы управления антимикробной терапией в практику многопрофильного стационара, а точнее
в практику Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Это федеральный медицинский центр, ведущий медицинский центр Министерства здравоохранения Российской Федерации, который имеет ряд филиалов, в том числе Центр медицины катастроф, поликлинической помощи и стационарно 600 коек, в котором вот ежегодно пролечивается около 45 тысяч пациентов, выполняется 25 тысяч оперативных вмешательств, из которых 2/3 – это высокотехнологичная медицинская помощь. Мы работаем по 24 направлениям, кроме хирургии, это и онкология, гематология, неврология, медицинская реабилитация и терапия, кардиология. И понятно, что для подавляющего большинства этих пациентов своевременная диагностика инфекций, правильная эффективная терапия является одним из очень важных факторов, влияющих на результаты лечения, определяющих качество лечения. И, безусловно, мы должны держать эти вопросы под очень серьезным и внимательным контролем. В общем, мы этим и занимались, и много лет раньше, но 10 лет назад уже перешли от обычных протоколов в реализацию программы, которая называется программой СКА, стратегия контроля антимикробной терапии. Вы сейчас уже видели на слайдах этот перевод. Ну, по сути, это действительно имплементация антимикробиал stewardship с особенностями российских программ или определенных там особенностей работы каждого из центров. Но это те же самые ключевые принципы, это те же самые шаги, это те же самые вот ключевые элементы МС. По сути, вот внедрение этой программы, поэтому, на мой взгляд, сейчас это уже отдельное научное направление, имеющее свои цели, свои задачи, свою методологию, свои журналы, свою информационную площадку. Ну и, конечно, в рамках 15-минутного доклада рассказать обо всем здесь невозможно, поэтому позвольте я скажу только о некоторых ключевых моментах, основанных на нашем опыте, ну и покажу наши результаты. Итак, это действительно не бег на короткую дистанцию, это большой серьезный марафон, который требует постоянной серьезной работы большого коллектива единомышленников. Вот за этих 10 лет, вы видите, это такая формализованная часть этой работы. Мы издали 7 редакций протоколов антимикробной эмпирической терапии, 3 редакции антимикробной профилактики, специальные протоколы по профилактике и лечению инфекций при трансплантации стволовых кровотворных клеток, профилактике и лечению ВАП, на профилактике инфекций нижних дыхательных путей и лечения в неврологии и многие другие. У нас тоже эта программа прямо связана с процессами инфекционного контроля, и поэтому обязательным элементом этой программы являются различные стандартные операционные процедуры по всем эпидемиологически опасным процедурам, по диагностическим исследованиям. Мы внедрили целый ряд дополнительных сестринских протоколов диагностики лечения, что позволило, в общем, внедрить современные технологии диагностики инфекций, включая и масс-спектрометрию, и ПЦР-диагностику. В настоящее время мы используем и уже геномное секвенирование наших патогенов для того, чтобы понять пути распространения как патогенов, так и механизмов резистентности. Но обязательным элементом является использование современных IT-программ, использование и медицинской информационной системы, и лабораторной информационной системы, интеграция всех этих данных для того, чтобы своевременно мониторить изменения ситуации и, в общем, ее анализировать. Сейчас у нас есть единый реестр наших патогенов, в котором есть данные более чем о 60 тысячах изолятов, полученных в рамках медицинских микробиологических исследований у наших пациентов. Ну вот, и кроме вот этой работы по формированию всех этих протоколов, естественно, ежедневный мониторинг, контроль за тем, как они выполняются, как работают врачи. И все это направлено, в общем, в целом, вот эта вся большая работа направлена на простую, на самом деле, задачу, достижение обычной простой цели. Это действительно изменение вот этой парадигмы мышления врачей и возвращение к тем идеям, которые заложили основоположники еще микробиологической, антимикробной терапии. Вот в данном случае сэра Флеминга, те принципы, которые есть на этом слайде. Здесь нет ничего про тяжесть пациента, про его социальную значимость, про то, что он перенес какое-то особое оперативное вмешательство, поэтому ему нужны другие антибиотики. Здесь четко прописано, что назначение антибиотика определяется только тем патогеном, который вызывает эту инфекцию, и, соответственно, его свойствами. Ну и дальше целью достичь определенной концентрации там, где находится этот патоген. Вот, по сути, на наш взгляд, соблюдение этих принципов и является ключевой элементом, базой управления антимикробных препаратов. Как это сделать? Ну, на наш взгляд, для того, чтобы реализовать эти принципы, надо соблюдать ряд правил. Они на самом деле простые, они давно хорошо известны, специально поэтому я отсылаю к истории. То есть надо помочь врачу пройти весь этот путь при назначении всегда, когда он захочет назначить антибиотик. Еще раз, у нас нет какого-то запрета на использование определенных препаратов, которые только можно ночью или там по решению комиссии.
это решает врач, что назначить. Но каждый раз, независимо от того, по какой ценой антибиотик он собирается назначить, он должен пройти весь этот путь. Он должен поставить диагноз инфекции, подтвердить, что она есть, подумать, где она расположена, какой патоген и с какими свойствами может вызывать эту инфекцию, и, соответственно, после этого выбрать антибиотик. Вот если он проходит этот путь, то потом споров, чем лечить этого пациента, почти никогда не возникает, потому что, к сожалению, при таком высоком уровне резистентности выбор-то потом оказывается минимизированный. Вот как пройти этот путь? Первое, надо помочь ему, помочь поставить диагноз. В этом плане есть разные решения. Сейчас в российской законодательстве уже основой становятся клинические рекомендации, утвержденные Минздравом. Есть рекомендации по диагностике стандартных случаев инфекции. Очень хорошо работают различные шкалы, потому что количественная оценка позволяет четко определить. При определенном количестве баллов врач должен поставить диагноз инфекции. Все, уже инфекция есть, надо назначать антибиотики. Ну и в конечном итоге у нас сегодня международный здесь конгресс, можно использовать те же самые рекомендации, CDC, сегодня тоже об этом уже говорили, для того, чтобы формализовать признаки инфекции. В конечном итоге мы у себя тоже издали такой приказ, где есть стандартное эпидемиологическое определение инфекции, эпидемиологи подготовили вместе с клиницистами, и этот приказ становится такой основой для обсуждения. Есть у пациента инфекция, надо его уже лечить или еще пока не нужно это делать. Итак, поставили признаки, появились признаки инфекции, подтвердили, что она есть, дальше надо выбирать антибиотик, и вот здесь ключевая задача – это все-таки определить свойства этого патогена. Вот эта часть вступает в следующее. Если на первом этапе по поводу того, есть инфекционный процесс или нет, это задача администраторов, эпидемиологов, клиницистов, терапевтов, то вот на этом этапе уже вступают в действие, значимость появляется уже клинических фармакологов и микробиологов. Вот мы принципиально настаиваем на том, что должна быть градация не антибиотиков на резерв, а вот градация типирования пациентов по наличию у них риска развития полирезистентной флоры. Ну вот эта шкала используется, типированием используется стратификацией пациентов в России уже много лет. Она доказала свою практическую значимость, и действительно она достаточно простая для того, чтобы врач мог ее использовать. Ну, можно им помогать, есть специальные таблицы. Мы в своей медицинской информационной системе, я тут прошу прощения, это не очень хорошо видно. В принципе, все факторы риска полирезистентной флоры хорошо известны. Или резистентности определенных патогенов. Они хорошо известны для синегнойной палочки, для метилцилин-резистентного стафилококка, для всех патогенов. Но это не хорошо известны определенные категории специалистов, которые сидят в этом зале. А для большинства хирургов это все очень далеко, это совсем не их. Поэтому им надо помочь. Вот мы сделали такую программку в МИСе, и она не является обязательной, ее не надо постоянно заполнять, потому что, в принципе, каждый врач работает примерно с одной нозологией. Но для редких каких-то ситуаций или для экспертного обсуждения, правильно или неправильно назначены антибиотиками, вот такое обсуждение, были ли факторы риска у этого больного, есть они или нет, и нужно ли какой-то особый антибиотик или какую-то группу, схему назначать, это очень хорошо помогает. Почему это очень важно? Вот опять, теперь уже данные лаборатории, которые обязательно микробиологи являются частью этой команды СКАД. Потому что надо подтвердить, показать врачам, насколько важно, насколько отличаются возбудители одной и той же пневмонии, в зависимости от того, сколько человек лежал в стационаре дней. И надо подтвердить и найти те факторы, которые определяют вот эту смену возбудителей. Вот на данном случае стадии видно, что если это первый, второй тип, это амбулаторная внебольничная пневмония, то тут, в общем, конечно, можно подобрать большой спектр антибиотиков, и не надо гоняться за какими-то сложными, дорогостоящими, поможет защищенные пенициллины, и фторхинолоны могут помочь. Но уже в третьей группе, а это ведь пациент, например, с инсультом, который пролежал всего 3 дня в реанимации, или у него пневмония развилась через неделю после пребывания в стационаре. И у него уже появляются резистентные штаммы. Их пока еще не очень много, мы пока можем только задуматься об этом. Ну а если пациент лежал несколько дольше, это принципиально другая схема. Вот это третий Б-тип. И тут, посмотрите, уже и карбапенемов не хватит, потому что резистентность к карбапенемам синегнойной палочки в этой группе пациентов достигает уже 60%. Но обратите внимание, на этом этапе вот как раз и меняется вся парадигма обсуждения антибиотиков. Мы не антибиотики обсуждаем, мы обсуждаем, с кем мы боремся этими антибиотиками. И вот задача микробиологической лаборатории выделить эту категорию пациентов, у которых, почему я говорю про микробиологическую лабораторию, потому что лаборатория, на наш взгляд, это не просто место, где выполняют анализы. Очень важной задачей лаборатории является аналитика. Они должны показать вот эту динамику, изменения, подтвердить, найти факторы вместе с фармакологами или терапевтами, какие меняют вот эту флору, когда, у какой категории пациентов мы можем назначать. И вот эта терапия. Понятно, что здесь преодолеть такую резистентность
синегнойной палочки или клепсиела одним антибиотиком не получится, какой бы он ни был, включая там современные защищенные цефалоспорины. Это нужны уже схемы для преодоления резистентности. Но если мы выделяем эту категорию пациентов, то оказывается, что из 100 пациентов с инфекцией, таких пациентов всего там 1, 2, 3. И тогда это бремя становится не таким опасным. И тогда можно назначить вот такие серьезные схемы, как здесь написано уже в нашем протоколе, для преодоления этой резистентности в 3-й Б-группе. Но для того, чтобы ее назначить, конечно, врач должен пройти эти шаги. И тогда определить, будет понятно, кому можно назначить там амоцилин, клавуланат, а кому необходимо назначать вот такие схемы. Это в качестве примера, совсем не обязательно следовать ему. Вот я смотрю, что многие фотографируют этот слайд. Тут задача просто понять, какая флора живет у вас, у какой категории пациентов, у какого типа пациентов, и подобрать ей терапию. Но внутри стационара, для имплементации этой программы, важно донести эту информацию для врачей. И как только появляется эта информация, вот такие дополнительные визиты в отделение, не на дисциплинарных комиссиях, не на КИЛИ, а именно такие визиты по итогам лечения пациента. Или раз в месяц прийти, там фармаколог прооценил, пришел и рассказывает, что вот можно было иначе лечить, потому что не так типировали, может быть лучше, дешевле, проще, быстрее. Ну и, опять же, если мы эти препараты ввели в протокол, то они должны быть доступны. Не надо, на наш взгляд, мы не согласовываем ни с главврачом, ни с начмедом. Но врач может пройти этот путь и назначить препараты. Но он знает точно, что с утра на обходе, вот смотрите, специально тут мы показали, обход в реанимации, главврач, клинический фармаколог и заведующий бак-лабораторией. Сразу идет обратная связь. И на этом обходе он должен объяснить не только, почему он назначил вот такую сложную схему, но и почему в другом случае он назначил защищенные пенициллины. Логика абсолютно одинаковая, касается всех назначений антибиотиков. Ну, вот на предыдущем слайде я хотел обратить внимание, специально не убрал этот шаг 1, 2, 3, потому что когда мы говорим о таких схемах, которые направлены уже на преодоление резистентности у наиболее проблемных микроорганизмов, нам недостаточно создать просто фенотип. Нам надо еще понимать механизмы резистентности. Поэтому обязательным элементом сейчас исследований, микробиологических исследований, лечения больных, управления антибиотиками становится в нашем случае ПЦР-диагностика. Мы знаем нашу флору, мы знаем вот эти проблемные патогены. Нам нужны только первые признаки свойств этого патогена, чтобы понять на основании вот этого генотипа, что это, ацинотобактер, там, синегнойная палочка, клепсиела пневмония, и, соответственно, сразу назначить другую терапию. Обратите внимание на эту первую фразу. То есть, когда у пациента только появляются первые признаки инфекции, но состояние его от этого быстро не ухудшается. Легче дождаться 3-4 часа в нативном материале, ПЦР-диагностика позволяет через 3-4 часа получить вот этот геномный спектр признаков резистентности. И тогда у нас первичная стартовая терапия уже становится этиотропной. Если состояние больного крайне тяжелое, это септический шок, мы назначаем вот эту сложную схему. Но уже через 3-4 часа мы получаем данные, которые позволяют провести первичную деэскалацию. Ну, либо эскалацию, или вообще смену терапии. Достаточно нескольких часов. Поэтому эти исследования становятся уже теперь обязательным элементом управления антимикробной терапией. Ну, а теперь о результатах. Что нам удалось сделать? Конечно, мы в первую очередь обращали внимание, и это понятно, на группу патогенов группы Escape. Это наиболее проблемные микроорганизмы, с которыми связана и максимальная летальность, и финансовая нагрузка на стационары. В общем, цена появления этих патогенов очень высока. Ну и вот с 2012 года по 2022 вы видите в начале, на первых этапах... Хотел показать. Ну, посмотрите, вот в 2022 году мы внедрили эту программу, и в начале до 2018 года было устойчивое снижение частоты вот этих патогенов группы Escape в структуре возбудителей внутрибольничных инфекций. Но потом ситуация несколько поменялась. Да, конечно, на первых этапах это снижение было за счет того, что мы расширяли и такой спектр исследуемых материалов, требовали во всех отделениях, во всех случаях брать этот материал, естественно, поэтому в какой-то степени было снижение. Но потом дальше снижение было действительно за счет изменения пейзажа, мы это видим и по количественным показателям. Но, к сожалению, в 2019-2020 годах все это остановилось, и дальше единственное, что нам удается делать, это примерно удерживать на этом уровне. Почему? Вот за счет этой последней буквы «Е» в слове «escape». Это энтеробактерии, продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра. К сожалению, ситуация меняется. Меняется не в стационаре, меняется вокруг нас и в России, и во всем мире. И связано это, конечно, было с COVID-19, с бесконтрольным применением антибиотиков, цефалоспоринов там третьего поколения и фторхинолонов практически у всех пациентов с вирусной инфекцией, где она была нужна и где была не нужна.
И это хорошо видно вот по нашей динамике. Посмотрите, нам удалось существенно снизить такую нагрузку на наших пациентов по ацинотобактеру. Да, снижение с 8 до 8, там менее чем 1%. По синегнойной палочке, это вот серые столбики, видите, тоже там с 7,2 до 2,8% в общей структуре. В основном за счет, наверное, средств инфекционного контроля. Снизился там уровень клепсиела. А вот кишечной палочки, продуцирующей бета-лактамаза расширенного спектра, существенно выросла. И выросла на левом нижнем графике, видно за счет чего? За счет уже даже внебольничных. Среди пациентов, поступающих с внебольничными инфекциями различной локализации, там, где возбудителем является кишечная палочка, уже у третьей изоляции, треть изолятов кишечной палочки вырабатывают бета-лактамаза расширенный спектр. Вот это тот результат, который получили в результате вот этого использования. Об этом все говорят. Хорошо еще пока хотя бы сохраняется высокая чувствительность к карбапенемам. Все-таки не сказалось это на карбапенемах, пандемия в большей степени. И в данном случае хорошо видно, что нам удалось существенно снизить резистентность к карбапенемам вот за период реализации этой программы. Снизить и по в целом по грамм-отрицательным, снизить по синегнойной палочке, хотя в общем, но все равно с 62 до 38% это значимое снижение, с 40 до 17 по клепсиела и пневмония, снижение изолятов резистентных к карбапенемам, это тоже значимо, потому что это может поменять уже стартовую терапию. Не знаю, пользуетесь ли вы в своей практике Drug Resistant Index, индекс лекарственной устойчивости. Он такой очень показательный для реализации антимикробиал stewardship. Он равен нулю. Но он суммирует данные о том, какие антибиотики использовались и насколько к этим антибиотикам были чувствительны патогены, возбудители инфекций. И он равен нулю, если во всех случаях, когда вы назначали антибиотики, вы попадали. И патоген был чувствительный. А единица равен, это значит, что никогда не попадали. Всегда он был резистентный. И вот когда мы начинали, вы видите, ацинотобактер 0,96, это практически никогда нельзя было попасть в него. А к концу сейчас это уже 0,7, все-таки в 30% терапия эффективна. Но это ацинотобактер особенный в этом плане патоген. Ну, в общем, по всем проблемным патогенам программа внедрения управления антибиотиками позволяет снизить вот эту нагрузку. Как за счет уменьшения проблемных патогенов, так и за счет более рационального контрольного назначения антимикробной терапии. Теперь то, что касается уже клинических фармакологов. Вот что получилось. За эти 10 лет число пациентов в стационаре увеличилось примерно, ежегодное число пациентов увеличилось в 2 раза. А вот число нагрузка на применение антимикробных препаратов существенно снизилось. Ну вот в статистике по Defined Daily Dose, да, DDD, на 100 пациентов в день с 42 там, в 2013 году до 17. То есть это значимое снижение. Я не стал приводить здесь финансовые показатели, потому что тут в условиях инфляции изменения всех курсов, но по нашим данным получилось более чем в 2 раза. Финансовая нагрузка тоже, затраты на антимикробные препараты в стационаре снизились. Что еще снизилось? За счет чего снизилось? Вот этот подход, когда у нас нет какой-то группы резерва, которую может назначить только начмед или клинический фармаколог. Оказывается, все вот эти финансовые нагрузки и снижение резистентности было обусловлено тем, что мы поставили под контроль назначение вот этой вот большой широкой группы цефалоспоринов, в основном фторхинолонов. Вот их снижение произошло больше, чем в 10 раз. Что еще произошло? Да, сократили мы существенно среднюю длительность курса антимикробной терапии, нагрузку, там, в целом по статистический показатель количество дней антимикробной терапии на пациента. В реанимации число курсов антимикробной терапии снизилось, в том числе и за счет повышения ее эффективности. Не надо было потом уже менять, сразу справлялись. И при этом мы не отметили, что вот это все наши данные повлияли как-то на летальность. Ну, я думаю, что здесь не надо искать чудес. Летальность зависит от очень многих факторов и других и так далее. Может быть, в какой-то степени у ряда больных там, при бактериемии мы получили позитивные эффекты на летальность. Но в целом, самое главное, что важно клиницистам, мы сократили назначение антибиотиков, мы ограничили их применение, но при этом это не стало фактором, ухудшающим прогнозы для пациентов. Ведь они боятся именно этого. И вот эта реализация программы позволила избежать этих страхов, уменьшить степень тревожности, ну и в целом достичь такие положительные результаты. Заканчивая выступление, я хотел сказать, что такое возможно только при работе большой команды. Здесь тоже не все, даже ее члены, у нас сейчас 23 человека так функционально объединены в эту команду, которые, и что очень важно, руководитель нашего центра, вот академик Олег Эдуардович Карпов. Они делегировали меня сюда, передать вам большой привет и пожелать успеха в этом сложном деле управления антимикробной терапией. Спасибо.
Михаил Николаевич, огромное спасибо вам и вашим соавторам, коллеги, которые вот здесь вот мы увидели. И вот такое, конечно, интереснейшее исследование в течение 10 лет, и вы сообщили нам результаты, они нам очень важны и интересны. Но вот такое, знаете, даже в научной литературе есть такое, встречается высказывание, что эра антибиотиков закончилась. А где будущее? И что в будущем? Вы как, согласны с таким заключением? Ну, я думаю, что без них мы все равно не обойдемся. Хотя есть целый ряд других факторов, которые зависят от развития инфекции и результат лечения пациента. Поэтому нет, я думаю, что это очень серьезное высказывание, что закончилось, потому что нету новых антибиотиков. Я думаю, что это такой, кто-то такой, пребывая в пессимизме, сказал, что уже все, там с антибиотиками не получится. Но вот мы без них еще многие годы не обойдемся, потому что, в общем, они показывают свою эффективность, когда применяются разумно, рационально, грамотно, вот на основании тех принципов, которые говорили еще основоположники этой терапии. Может быть, когда-то найдутся другие пути борьбы с инфекцией, но у нас очень много микробов живет в организме человека, мы с ними сосуществуем. Без антибиотиков мы не обойдемся. Думаю, что мы-то точно нет, да. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите представить следующее слово профессору Пиньетели, доктор медицины, член Королевского колледжа патологов, вице-президент по медицине, декан школы медицины, Назарбаев университет. Очень приятно, что представители медицинской школы Назарбаев университет сегодня активно участвуют в работе нашего конгресса, потому что это ведущая медицинская школа нашей страны. И очень приятно, что сегодня доктор Пиньетели покажет свой опыт организации отделов госпитальной фармации в подведомственных организациях. Thank you so much. Please take a floor. Thank you. Thank you for the kind invitation to be here today at this very important event. What I would like to do today in the next 15 minutes is to tell you a little bit about the university, Nazarbayev University Medicine, and our role in the development of the medical pharmaceutical cluster in Astana, a national program funded by the Ministry of Health and with the SK Pharmacy and many other partners. You probably know Nazarbayev University is a comprehensive university based in Astana, and it was established in 2010. This year is a very important event for us, for our institution, because we entered for the first time the Times Higher World University ranking in the 501-600 bracket. So we are now the top university in terms of the Times Higher Education ranking within Kazakhstan and also in Central Asia and Caucasus. And our mission is to lead, to serve, and to transform education, innovation, research in the country. And Nazarbayev University Medicine, I am responsible for the development of a new medicine as a vice president for medicine. School of Medicine is also is even newer than the entire university because it was established only in 2015. In the Times Higher Education, again, we are in the same ranking bracket of 501 and 600. And it was established really to become a model for medical education reform, biomedical research, innovation, and also to contribute to the establishment of Astana as an international knowledge, innovation, and medical hub. So that was written in our first strategy plan. We are now refreshing our plan with the involvement of the stakeholders and government who actually will publish a new plan for the entire university, including the new medicine. But why do we exist? I mean, we exist to train doctors, nurses, biomedical scientists, innovators, and specialists. We live in this building on Kamambatir, and where we have all our facilities in terms of research and teaching,
but not only in this building, because we have facility also on the main campus. And ultimately, what we want is to provide a personalized care to patients and their family. Therefore, it's very important that we, this event, in terms of the topic of this event, in particular this particular session, because personalized medicine, precision medicine is indeed our top priority. And we want ultimately that the people of Kazakhstan will live longer and a healthier life. What is NU Medicine? NU Medicine is not just the School of Medicine, but it's actually the ecosystem that we have in the university, where we want to translate research innovation in improvement in diagnostics and therapeutics and preventive measures. Within the university, we have 5 mandates. One mandate is number 4, which is actually building an integrated academical system. And it's really where we integrate research, education, and patient care. So there are 3 key elements within this NU Medicine. Obviously, our medical school, established in 2015. We are now the 3rd largest school in Nazarbayev University. We have 10 different programs, obviously the medical programs, but also we have a graduate program, including a master in pharmacology, toxicology, and PhD programs. And we have developed clinical networks within Astana of hospitals and clinics, in addition to our own hospitals, University Medical Center. And I am pleased to say that the Presidential Hospital is really one of our main partners within our clinical network, and we have a special relationship with the Presidential Hospital in terms of educational programs, research and innovation. We have also developed I will tell you more about the medical pharmaceutical cluster in Astana. But as part of this initiative, we are also establishing a training center with Roche Holding in our School of Medicine. So within NU Medicine, we have our hospital system, which is UMC, University Medical Center, consisting of 4 hospitals, 3 in Astana. They are all accredited by Joint Commission International, JCI. Our 4th hospital is based in Shymkent, and we just acquired it this year. And we provide also through our UMC Center training and professional development program to a number of units and centers throughout Kazakhstan. And we also have a national laboratory Astana with focusing also on precision medicine as one of the research priorities. So this slide is very important because it actually explains the opportunities offered by a university like Nazarbayev University, because we are a comprehensive university. In addition to the School of Medicine, we also have a School of Humanity, School of Education, School of Business, Public Policy, School of Engineering, Digital Sciences. We have a dedicated center, research center for the ISI, which is the Institute of Smart System and Artificial Intelligence, focusing specifically on the application of artificial intelligence, including to medicine and other topics. In fact, the President Tokai recently actually announced that this center should really become a national resource. And obviously, we have our hospital system where we develop and translate the innovation, the medical innovation that we create in our ecosystem within the university. We have facilities in the School of Medicine, but also on the main campus. So we have, in terms of personalized medicine, we have capability for whole genome sequencing. That we obviously used during COVID, but now we're also using for oncology as well as for orphan diseases, which is also our priority in the hospitals. In terms of research priority, research thrust, we have 4 pillars.
As you can see, precision medicine is one of those. 3 I's, infection, immunity, inflammation, drug discovery, and drug design and discovery, population health, and health service research. And then we used our horizontal enablers like artificial intelligence and virtual reality, machine learning, translational science, and data science across these 4 pillars. I'm not going to go through the list of research projects that we are conducting at the moment. Many are funded, like the Aging and Healthy Lifespan, funded either by the Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan, many of the other projects from the Ministry of Education, Science and Higher Education, as well as by our University Endowment Fund. But what is important that I want to tell you more about our hospital system, because we own these 4 hospitals, so they are fully integrated into the university system, and as a VP, I'm responsible also for this, for the integration of this hospital into the university. They are the, you probably know many of them, the National Research Center for Maternal and Child Health, a tertiary level hospital for pediatrics and women's health. Then the Republika Diagnostic Center, which is now fully integrated into the UMC Center. It doesn't exist anything as a separate entity anymore. And the National Research Cardiac Surgical Center. And I mentioned to you the Heart Center in Shymkent, which is now, this month actually joined the UMC family. In total, more than 1,000 beds. As I said, the 3 hospitals in Astana are already JCI accredited, and the National Center for Maternal and Child Health was the first hospital accredited in Astana by JCI back in 2012. What are our center of excellence? In terms of, again, in terms of precision medicine, definitely pediatric and pediatric oncology, obstetric and gynecology, cardiology, cardiac center. We're already a sort of regional and supra-regional hub for cardiac surgery and cardiac disease in general through the National Research Cardiac Surgical Center, and we also receive many patients from not just from Kazakhstan, but also from the region and from Europe as well. And as I said, this is an element where we combine the integration of research, teaching, and patient care. And we are lobbying many pharmaceutical companies really to consider Kazakhstan, our centers, but also many other centers like obviously the presidential hospital, really as a site for clinical trials. I know there are some trials already ongoing in Kazakhstan, but there are many opportunities offered by the quality of care that we provide together also with the presidential hospital. In our setting, in NU Medicine, we have a sufficiently large population, as I mentioned to you. We have a range of inpatients, outpatients, clinics, JCI accredited. We are experiencing clinical trials. We can also develop some programs, educational programs, in clinical research, in clinical ethics, and clinical trials, tailored to the needs of the customers. Obviously, we are accredited by the MOH to conduct clinical trials, and our physicians are certified also in good clinical practice. And in addition, we have the infrastructure of a comprehensive university with all the different expertise going from digital sciences, engineering, business, biology, and obviously medicine. You probably know about this initiative from President Tokayev, where the idea, the importance of really to create and to support the pharmaceutical industry in Kazakhstan, particularly the localization of manufacturing and production in Kazakhstan. Because obviously, you know that the situation that we have at the moment, that we import a very large proportion of our drugs and vaccines from abroad. The situation is now improving, of course,
but there is quite a lot of work to be done. And so we've been working with the Ministry of Healthcare and SK Pharmaceutical in developing this concept of the medical pharmaceutical clusters. The plan is to develop one in Astana, which we are already progressing in, also in collaboration with many other partners, including the Presidential Hospital, as well as the Astana Medical University, the National Biotechnology Center. And then another center will be in Aktobe, focusing on medical devices, and a third center in Shymkent, focusing on production of drug production. And so our role, because of our infrastructure already in place, is really to become the R&D hub to support, obviously, the implementation of the clusters, and also to provide some training and to using professional, academic, as well as non-academic programs. The partnership with Roche is one component of the global agreement between Roche Holding and the Ministry of Health, and it's particularly with Roche Diagnostics, and where we have developed a training program that we will launch next year, next month or early next year, focusing on laboratory diagnostics. Certainly, this will be the first focus of this training center. But then we're planning to expand the scope of this center, again, together with Roche and with these partners. But we want this really to become, again, a national resource for many other institutions and hospitals, clinics, and university. The initial training program agreed with Roche is on molecular diagnostics, laboratory quality assurance, biomarker development, initially on cancer, cardiovascular disease, and then we were asked also to add a program on molecular profiling in oncology. Obviously, the Ministry of Health is building this brand new state-of-the-art National Oncology Center, which will be opening next year. And we need to, again, equip our specialists with the modern modern technology, including, obviously, molecular profiling. The other thing the other facility that we can offer is also our Technopark innovation for the innovation community. Again, a key element within the medical pharmaceutical clusters, because we can actually offer space and support for startup companies, as well as well-developed, well-established large pharmaceutical companies who actually want to invest in Kazakhstan in R&D, and take advantage of the scientific community that we have in Astana, not just in Nazarbayev University, but also in other institutions, hospitals, and university. And the other advantage of this Technopark is that we actually sit within the Astana Technopolis, so there are tax and custom benefit for our residents. And we are planning to expand the area across to Ranavi, opposite the university. So it's a very exciting time for medicine in Kazakhstan. But the future, I think we are now reviewing the priorities and of the university, including Nazarbayev University Medicine, because the role of university is obviously changing, not just obviously in Kazakhstan for us, but across the world, because now it's much easier to acquire knowledge, acquire degrees, online. So the role of the university will need to change in future. Obviously, our aim is still to train, the future leaders for Kazakhstan in terms of the healthcare system, doctors, nurses, and researchers and innovators. But the university should really become more like a resource of knowledge,
that can be used by our scientific communities in the country, within Kazakhstan and beyond. We need to tackle big health problems by collaboration, by transdisciplinary approaches, what we call this convergent science. And we can do it because we can put together physicists and chemists and doctors and nurses and epidemiologists working together to try to solve a big problem. The university, like Nazarbayev University, will become more like a center for medical innovation and creativity, where our communities will come together to brainstorm, to develop ideas, and then to innovate. And we will provide that infrastructure. Academic programs will still be obviously offered, but we need to be much more flexible and develop more self-directed learning, micro-credential, customized learning which actually meet the requirement of the employers. So, because this is going to be really the challenge for the future, not just in Kazakhstan, but across the world. Thank you very much for your attention. Very happy to answer any question. Thank you, Dr. Pinetelli, for sharing your experience, and we look forward to continued cooperation with Medical School of Nazarbayev University. Thank you. Thank you again. Thank you. Спасибо большое, доктор Пинетелли. Действительно, медицинская школа Назарбаев университета является ведущей медицинским образовательным проектом в нашей стране. Мы надеемся, что выпускники этой школы в будущем будут занимать лидирующие позиции на арене медицинских услуг Республики Казахстан. Спасибо. Доктор меднаук, ассоциированного профессора, заместитель директора по лечебной работе. Извините, пожалуйста. Так, следующее слово предоставляется Карабаевой Раушан Жумартовне, доктор меднаук, ассоциированному профессору, заместителю директора по лечебной работе РГП больницы медицинского центра управ делами президента Республики Казахстан на ПХВ, Астана, Казахстан. Доклад «Лекарственная безопасность. Решение глобальных проблем на локальном уровне». Раушан Жумартовна, пользуясь случаем, все-таки хочу сказать вам огромное спасибо за организацию настоящей конференции, или как мы называем, конгресса. Вот. Подготовительная работа проведена огромная для того, чтобы мы могли вот так спокойно сидеть, смотреть перевод наших докладчиков. Огромное вам спасибо за организацию. Я думаю, вы меня, коллеги, поддержите. Спасибо. Спасибо, Раиса Магомедовна. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Мы действительно очень рады приветствовать вас на этом конгрессе. Мы очень долго готовились и отбирали самые лучшие доклады, самых лучших спикеров. И мы надеемся, что сегодняшний день будет очень плодотворным. Я желаю всем успехов. И сегодняшняя моя презентация будет посвящена нашему опыту, небольшому опыту организации отдела госпитальной фармации, нашему опыту, как мы обеспечиваем лекарственную безопасность для наших пациентов в стенах больницы медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан. Середина прошлого века ознаменовалась печальными известиями о тяжелых последствиях применения лекарственных средств, в том числе тератогенных. С этими событиями связана не только обеспокоенность общества, но и принятие строгих мер по контролю применения лекарственных препаратов во всем мире. В 1968 году 16-я Всемирная ассамблея в своей резолюции 1636 призвала к систематическому обзору информации о серьезных побочных реакциях на лекарственные средства во время разработки и в процессе общественного пользования. Ошибки, связанные с применением лекарственных средств, входят в число ведущих причин нанесения предотвратимого вреда пациентам в больницах всего мира. Такие ошибки регистрируются на различных этапах использования лекарственных средств и являются следствием уязвимости и дефектов организации медицинской помощи. Экономический ущерб, наносимый медикаментозными ошибками, оценивается в $42 миллиарда в год и составляет 1% глобальных расходов на здравоохранение во всем мире.
В 2017 году ВОЗ выступила с глобальной инициативой «Medication Without Harm», направленной на сокращение числа медикаментозных ошибок во всех странах в последующие 5 лет. Основные мероприятия в рамках этого программного документа делятся на 4 большие группы. Работа с пациентами и общественностью, работа с медицинскими работниками, лекарственные средства как тип продукта и практика применения лекарственных средств. Глобальная инициатива является основой для создания локальных систем лекарственной безопасности каждой отдельно взятой медицинской организации. К потенциальным рискам при использовании лекарственных средств, требующих разработки стратегий по их профилактике и контролю, относятся 3 категории: пациенты высокого риска, процессы высокого риска и лекарственные средства высокого риска. Создание системы предотвращения рисков лежит в плоскости безопасного хранения и назначения лекарственных средств, создание системы фармаконадзора в каждой медицинской организации, программ борьбы с полипрагмазией и контроля использования лекарственных средств высокого риска. В больнице медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан создана и функционирует локальная система лекарственной безопасности, которая начинается с процесса безопасного хранения лекарственных средств, осуществляемого на 2 этапах – госпитальной аптеки и клинико-фармакологическом отделе, путем внедрения и соблюдения таких стандартов, как стандарты температуры и влажности, маркировки лекарственных средств, схожих по названию, по упаковке, медикаментов высокого риска, отслеживанию в медицинской информационной системе больницы остатков лекарственных средств и их сроков годности. Согласно требованиям национальной аккредитационной системы и международных стандартов GCI, в 2017 году был создан клинико-фармакологический отдел или отдел госпитальной фармации. Пилотно сначала было централизовано всего лишь 2 подразделения. В настоящее время этот процесс охватывает 22 клинических подразделения, в том числе дневной стационар, стационар на дому и отделение реанимации и интенсивной терапии, что позволяет нам предотвращать возможные медикаментозные почти ошибки и медикаментозные ошибки. Создание клинико-фармакологического отдела в больнице является, на наш взгляд, мерой системного решения проблем организации и координации оказания медицинской помощи в части лекарственного обеспечения с учетом того, что при этом участвует множество медицинских работников. За период существования отдела нами были созданы стандартные операционные процедуры, регламентирующие все процессы обращения лекарственных средств в больнице. Ежегодно на основании существующей какой-либо проблемы на этапах оборота лекарственных средств в больнице разрабатываются проекты улучшения работ с соответствующими мониторируемыми индикаторами, представленными на слайде. Процесс безопасного назначения лекарственных средств осуществляется посредством соблюдения следующих стандартов: идентификации пациентов и секированию лекарственных средств, учета аллергоанамнеза и возможных взаимодействий лекарственных средств между собой и с пищей, выявления полипрагмазии и правил ПТП. Соблюдение этих стандартов, а также учет и списание лекарственных средств регулируется через созданный нами модуль в медицинской информационной системе «Инфомед», который интегрирован с 1С бухгалтерией и базой Драгском. Так называемый перехват ошибок осуществляется при контроле провизором каждого назначения лекарства в больнице. Как видно на представленной диаграмме, в динамике, несмотря на увеличение объема и спектра оказываемых медицинских услуг, в результате планомерной работы отмечается снижение количества медикаментозных ошибок к 2023 году. Программа по борьбе с полипрагмазией предусматривает анализ каждого лекарственного назначения, а также использование ограничительных списков, таких как список антибиотиков и список дорогостоящих лекарственных средств. Работа мультидисциплинарной команды позволяет проводить депрескрайбинг лекарственных средств, особенно у коморбидных, пожилых и хрупких пациентов. С 2018 года в больнице внедрена программа рационального использования антибиотиков, которая ежегодно пересматривается и дополняется новыми элементами. На слайде представлены мониторируемые индикаторы и их значения в динамике, указывающие на то, что, несмотря на большую работу, проводимую нами, мы пока не достигли целевых значений, и это является для нас зоной дальнейшего роста.
Реализация программы выявляет также еще одну большую проблему современной медицины – антибиотикорезистентность. Так, в динамике за последние годы мы отмечаем увеличение частоты обнаружения резистентных штаммов, что влечет за собой негативную тенденцию увеличения потребления резервных антибиотиков, защищенных пенициллинов, карбапенемов, гликопептидов и полимиксинов. Вместе с тем, ежеквартальный анализ микробного пейзажа, а также введение ограничительных мер по использованию антимикробных препаратов позволяет нам осуществлять рациональный закуп антибиотиков и экономить наш бюджет. Следующая внедренная нами программа – это безопасное применение антикоагулянтов, которое также ежегодно пересматривается и позволяет нам контролировать использование далеко не безопасных препаратов этой группы. На сегодняшний день мы имеем неплохую динамику индикаторов этой программы, представленную на диаграмме, но считаем, что работу в данном направлении нам также надо продолжить и улучшать. Немаловажное значение в работе по лекарственной безопасности отводится нами регистрации инцидентов, связанных с использованием лекарственных средств. В настоящее время мы отмечаем отчетливую положительную тенденцию в увеличении сообщений о нежелательных реакциях и об отсутствии эффективности лекарственных средств, что является отражением нашей постоянной работы по обучению персонала процессу распознавания и регистрации побочных эффектов. Так, если в 2017 году регистрировались лишь единичные инциденты, связанные с применением только лишь антибиотиков и контрастных веществ, то за 9 месяцев 2023 года в Национальный центр экспертизы лекарственных средств поданы 63 карты сообщения на нежелательные реакции со стороны разных групп лекарственных препаратов. Среди медикаментозных почти ошибок наиболее часто нами отмечаются такие, как нарушение интервала введения лекарственных средств, несоблюдение длительности лечения, неправильный подбор дозы и терапевтическое дублирование. Все выявляемые ошибки подлежат разбору и анализу с обоснованием системных проблем, после чего проводятся обучающие тренинги и семинары для врачей и медсестер для профилактики медикаментозных ошибок. Работа по обеспечению лекарственной безопасности ложится в основу ежегодной оценки рисков, которые в 2023 году в нашей больнице определены как контаминация лекарственных средств в процессе разведения и транспортировки, увеличение заболеваемости штаммов с МЛУ, медикаментозные ошибки. Значимость риска разнится для разных этапов оказания медицинской помощи: ПМСП, отделение стационара, отделение реанимации интенсивной терапии, для каждого из которых определяются корректирующие мероприятия по их снижению. И в заключение хочу остановиться на задачах нашей дальнейшей работы, которые мы планируем реализовать, а именно анализ корневых причин системных ошибок и разработка стратегий по их идентификации и профилактике, разработка внутренних клинических протоколов по ведению коморбидных, хрупких и пожилых пациентов, разработка рекомендаций по ситуациям высокого риска, соблюдение преемственности и корректной передачи лекарственного анамнеза и рекомендуемых схем лечения при смене этапа оказания медицинской помощи. Таким образом, в больнице медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан создана локальная система предотвращения медицинских ошибок, связанных с применением лекарственных средств, основанная на принципах доказательной медицины и международных стандартов безопасности пациентов, позволяющая структурировать процессы закупа, хранения, отпуска и применения лекарственных препаратов. Система является частью большой работы больницы по управлению рисками и интегрирована в работу Совета по качеству и безопасности пациентов. Внедренная безопасная практика применения лекарственных средств БМЦ лежит в плоскости решения вопросов кризиса нерационального использования лекарственных средств, и ее можно использовать в качестве трансферта инновационных технологий в практику здравоохранения Республики Казахстан. Спасибо за внимание. Рошан Жомартовна, огромное спасибо. Я думаю, будущее, конечно, за госпитальной терапией во всех стационарах, больших, многопрофильных. Это очень хорошее отделение, которое помогает в рациональном, безопасном лечении наших пациентов. Поэтому я думаю, что будущее, конечно, за тем, чтобы во всех стационарах были вот такие отделения госпитальной фармации. Тогда мы меньше будем получать побочных реакций от лекарственной терапии. Так, следующее слово. Да.
Уважаемые коллеги, позвольте представить следующее слово профессору Маце Банах, член исполнительного комитета Европейского общества атеросклероза, руководитель Центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Зеленогорского университета. Как диагностировать и вести пациентов при очень высоком и крайне высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний с непереносимостью статина в 2023 году? Это нелегко, но возможно. Пожалуйста, презентацию. Профессор будет онлайн докладывать. Hello, everyone. My name is Maciej Banach. I am a professor of preventive cardiology and lipidology from the Medical University of Lodz. I am the president of the International Lipid Expert Panel and Secretary General of the European Atherosclerosis Society. Thank you for the invitation to take part in the Kazakhstan Internist Congress, Quality and Safety of Medication Therapy, Global Trends and Standards. And taking this opportunity, I would like also to kindly welcome a distinguished guest, the Minister of Health of Kazakhstan and the High Representative of the WHO, as well as all the doctors that participate in this critically important Congress. I was invited in order to say a few words about how to diagnose and manage statin intolerance in 2023. And I would like to convince you that despite the fact it is not so easy, especially taking into account the treatment and to be on the LDL cholesterol target with these patients. But on the other hand, I would like to convince you that it is indeed now taking into account the number of drugs available, indeed possible. This is my conflict of interest. Okay. We know it very well that despite the fact that we have statins since 1994 and many other different, very effective and safe drugs in the treatment of the cardiovascular disease is still the main cause of mortality with even 19 million deaths. And soon our paper with the Global Burden of Disease, University of Washington in Seattle will be published in JACC, in which we are showing that it is not 19 million, but even 21 million deaths annually, which are attributable to cardiovascular disease. What is more, we know that within those deaths, 2/3 of those deaths are attributable to atherosclerotic cardiovascular disease. 4 million of those deaths are attributable to low physical activity, and 4 million due to elevated levels of LDL cholesterol. So many millions, I guess even over 10 to 12 millions of deaths are modifiable, are preventable. So it is everything in our hands in order to be simply effective. And why we are not effective? If we look at the lipid disorders issues and LDL cholesterol itself, please have a look at the data from the Da Vinci study, in which we showed that the main reason of our ineffectiveness is that we are using low to moderate doses of statins, and we do not use at all combination therapy of statins and ezetimibe and triple and even 4 drugs, including PCSK9 targeted approach as well as bempedoic acid. So that is why probably it is one of the most important issues and challenges we should overcome. What is more, we should overcome obviously something which is a mistake made by us, so physicians' inertia. So we should simply use treatable doses of lipid-lowering drugs taking into account the risk of our patients. What is more, if we look at the next study after Da Vinci, it was the Santorini study that has been published recently, in fact. Now, we've noticed that even 20% of patients are not treated at all. Patients with very high cardiovascular disease risk, as well as those with atherosclerotic cardiovascular disease. So that is why it cannot be explained by statin intolerance, which I will show you, it is about only 7 to 9%. So it is a great challenge because even every 5th patient is not treated at all with lipid-lowering therapy. And we know it very well that for this therapy, the lower the better, the earlier on LDL cholesterol target, the better, and the longer the better. Finally, if we look at the trends, we are using more and more lipid-lowering combination therapy. But at the same time, what we have just published in Poland, based on the Polish ACS registry, if we start ezetimibe, we at the same time, even every 4th physicians, even every 4th cardiologist reduce the dose of statin. So it is one of the largest mistakes if we would like to have a patients on the LDL cholesterol target.
I don't want to focus on this slide much, but this slide is for you, it is a confirmation that we have a large number of drugs that we might use in order to be effective now, and in a very short perspective, because soon we will have drugs for lipoprotein little a, oral PCSK9 inhibitors, maybe vaccines against PCSK9 protein, obicetrapib, so new CETP inhibitor, and many other drugs that are available but are not reimbursed at all, such as lomitapide, vinacumab, and the drugs you're using for hypertriglyceridemia, such as olezarsen, volanesorsen, and many others. So, but even now, take into account the drugs we have with statins which are gold standard, as well as the combination, fixed dose combination of statins and ezetimibe, bempedoic acid, PCSK9 targeted approach, so PCSK9 inhibitors and inclisiran, we should be effective. And the patients with lipid disorders should be very rare that those patients are still over the LDL cholesterol target. One of the reasons, despite the fact that it is efficient in and using the suitable doses of statin, is obviously statin non-adherence. And please have a look at this paper published about 10 years ago, a beautiful paper that showed if we are adherent to a LDL cholesterol lipid-lowering therapy, including statins, we might reduce all-cause mortality by even 46%. 46%. So the statins are the most effective drugs in cardiology. And one thing I would like to convince you, also one of the most tolerable, much better tolerable in comparison to ACE inhibitors, aspirin, many antiarrhythmic drugs, and many antithrombotic drugs. So it is something you should remember. Okay. What is the definition of statin intolerance? It is something that is very widely debatable because obviously those definitions we introduced by the National Lipid Association, International Lipid Expert Panel, European Atherosclerosis Society are quite difficult to common in everyday clinical practice. But you should always remember that it is intolerance to at least 2 statins, where the second statin is on the lowest available dose. And obviously this statin intolerance is associated with the muscle pain, and is sometimes associated with the biomarkers increase, including obviously first of all creatine kinase. And it is also associated with the fact that when we stop or reduce the dose of statin, the pain is released. On the other hand, please remember that the easier definition is that it is not suitable, it is not possible to use that suitable dose of statin to the risk of the patients, associated with the given risk of the patient. So for example, if you have a patient after ACS, so this patient should be treated with rosuvastatin 20 to 40, and this patient is able to tolerate only 10 milligrams. So it is also partial statin intolerance. Okay. What are the symptoms, causal symptoms? I would like to emphasize the word causal symptoms associated with statin therapy. These are only 3. One, it is statin-associated muscle symptoms, mainly myalgia. Very rarely it is myositis or myopathy. A very rare situation is the rhabdomyolysis. It is mainly associated with the genetic predisposition, which is a very rare situation. We have more and more data. We have had more and more data on this, and much more patients in comparison what we know, what we knew in fact 10 years ago. And it is also a mistake associated with the drug-to-drug interaction, especially. What is more, it is nuanced diabetes, but especially for the larger doses of statins, and especially in those with the pre-diabetes and other metabolic disturbances. But on the other hand, we know that the number needed to harm, so the risk of nuanced diabetes is 5 times less than the benefits associated with the reduction of the cardiovascular outcomes in patients treated with statins. And this is also temporary elevation of liver enzymes, because statins are not associated with liver injury, and in most of the cases of chronic liver disease, statins are indicated. Not only they should be used, but they're indicated in muffled in virus liver diseases. They might reduce the replication of the viruses, and they might reduce the risk of the cirrhosis and the liver cancer. So
The only contraindication you should remember, it is obviously acute liver disease, and this is only free. And there is no link between the statin therapy and hemorrhagic stroke, which is very much debatable. There is no link between the statins and neurocognitive disorders and many and cancers and many other different that are mentioned in the available literature. Okay, how we should diagnose statin intolerance, and we should know that it is really statin intolerance, taking into account the causality between the treatment and between the symptoms. Please notice that most 90% of all the symptoms associated with statin intolerance should appear in first 3 months when we start a statin therapy or increase the dose. It means that if your patient is suffering from new pain after 1, 2, 3, 4, 5 years of using statin therapy, in 90%, 95, 99% is not associated with statin therapy. It might be if you at the same time or just previously started a new drug that may have a contraindications or using the same cytochrome P450 pathway like statins, or there is a impairment of the liver or kidney disease, and due to this impairment, the risk of statin intolerance may appear. What is more, what is the prevalence of statin intolerance? Real prevalence, not 30, 40, 50% that we may hear from the different cohort studies as well as from the observational studies registries. Please have a look at the data we published recently, it was a year ago, in European Heart Journal, based on the 4.2 million patients, in which we show that the real prevalence is about 9%. But if we diagnose statin intolerance with the approved definitions of National Lipid Association, EAS, International Lipid Expert Panel, it is about 5 to 7% only, and complete statin intolerance is only 1 to 3%. So the clinical message is that 93% of patients you might treat without any safety concerns. Obviously, one of the reasons we might observe statin-associated muscle symptom side effects, it is nocebo, or it is even more correct, placebo effect, because it is associated with the using of the statins. So it is psychological approach, psychological situation that patients is simply expect the any side effects associated with statin intolerance. So the question is how to overcome nocebo-placebo effect. First of all, obviously, we should exclude all the risk factors that might increase the risk of statin intolerance, including obviously those modifiable, because age and gender and sex is not modifiable risk factors, such as chronic liver disease, chronic renal disease, some of the drugs, exercise, alcohol consumption, diabetes, obesity, hypothyroidism. What we can do more, we should use SAM's clinical index score. So it is a scoring introduced by my colleague Bob Rosenson and National Lipid Association in 2014. And this is the score that, as I've mentioned, first of all, evaluate what portions of the muscle, what kind of muscle are included in the pain. So please remember that for statin intolerance, it is symmetrical large muscles included, which are included in the statin-associated muscle symptoms. Then when the pain appears, as I've mentioned, they should appear mostly within 3 months. The earlier, the more points we have in the scale, in the score. Then what happens if we stop therapy, and what happens when we start therapy again after discontinuation. And altogether, you may have 9 to 11 score, which in most of the situations associated confirms the causality between the statin therapy and statin-associated muscle symptoms. So what we can do more, we know it very well. Please have a look at the guidelines. We for the first time prepared by the International Lipid Expert Panel last year. And within these guidelines, besides we obviously said what steps we should recommend in order to be on the target in patients with statin intolerance, we introduced something which is called personalized lipid intervention plan. It means that we simply prompted you how to educate your patients, because the more educated patients, the more patients
more convinced to use statins and more adherent. Okay, what about biomarkers? We have tested a number of different biomarkers, but for most of them, we know it very well that they cannot be used in everyday clinical practice because they are very expensive, they are not easy to be used simply. And that is why we know it very well that we use only one biomarker. It is creatine kinase. And please remember only one thing. Up to 4, upper limit of normal, you may discontinue, might observe, but don't discontinue statin therapy. But over 4, please discontinue statin therapy, wait for 4 weeks, and then to try to re-challenge with statin therapy. It is the only thing I ask you to remember. In our paper, in our recommendation by the ILE published last year, we are much more detailed what to do in patients with the increased level of creatine kinase. So please follow those guidelines, and I'm very sure that you will be always on target with LDL cholesterol for those patients. Especially, we also mentioned how to proceed with how to manage patients with idiopathic hyper-CKemia. So we do not know why at the baseline the level of CK is simply elevated, and then how to proceed with those patients. Okay, one thing I ask you to remember, that we have about 300 different drugs that might use the same cytochrome P450 3A4 pathway that might cause contraindications and antagonism and drug-to-drug interaction with statin therapy. But they may only, does not mean that it will cause. And obviously, there are some of the drugs such as hydrophilic statins, like rosuvastatin, like pravastatin, that do not or use a little bit less this pathway. Or we have a new statin on the European market, which is pitavastatin, which does not use this pathway at all because it uses only in 3% pathway 2A9 and 2A8. So that is why we have possibilities in order to manage patients with drug-to-drug interactions. We can change this drug. We are using, for example, these are antifungal drugs, some of the antibiotics, some of the cardiological drugs such as verapamil, diltiazem, amlodipine, but also oncological drugs, drugs used for different liver diseases. But we might also reduce the dose of statins, add ezetimibe, use the fixed dose combination, so we know how to proceed with those patients. The one thing for you to remember, do not simply reduce the dose of statin or discontinue statin, especially discontinue statin for in such patients. Okay, why we should treat those patients? Please have a look at our paper published in JACC in 2017, in which we simply compared patients adherent or not adherent to statin therapy, and we showed that patients not adherent are at the very high risk of recurrent myocardial infarction and coronary heart disease events. So these are simply patients at the very high risk cardiovascular risk. So we should do our best in order to treat those patients well. Okay, what we can do? First of all, I mentioned you that not all statins are equal. So there is no class effect concerning the safety. Because we know if we look at the SAMS prevalence for different statins, we may have Pimvastatin, which is about 16%, atorvastatin 12% based on the PRIME study. And then we have a rosuvastatin 6%, and then we have a pitavastatin, which is a similar number of statin intolerance and similar prevalence in comparison to placebo. So always please remember, if you have pitavastatin on your market, please apply for this statin in order to have it, or if you do not have it, or if you have it, please simply consider for those patients at the risk of statin intolerance or those with already diagnosed statin intolerance. What is more, the same pitavastatin is the only statin that does not increase the risk of new onset diabetes, because it simply inhibits the kinase of phosphatidyl-3 inositol, and that is why it causes that glucose is changed to glucagon, and that is why there is no increase of the risk of new onset diabetes with pitavastatin. So we have an opportunity of using this statin, especially. We have also the results of the recent study with pitavastatin that also showed that it is associated with the significant reduction of cardiovascular outcomes, even in such a difficult population like patients with HIV. Okay, what we can do more?
we might obviously use statin every second, every third day, so alternative day statin therapy. And this is true for especially Rosuva and atorvastatin. For those statins, if you are using those statins even twice a week, there is still significant reduction of LDL cholesterol. Finally, always remember about the combination therapy. Now, we are not only using the term of high-intensity statin therapy, but we change it and transfer it and switch it to intensive lipid-lowering combination therapy, especially with ezetimibe, which is highly tolerable drug, and it has synergistic effect with statin therapy. And that is why we introduced by International Lipid Expert Panel something which is called upfront lipid-lowering combination therapy. So for the patients at a very high cardiovascular risk, please always start with the upfront lipid-lowering combination therapy of statins and ezetimibe, because then not only you will have patients more on the LDL cholesterol target, but also you decrease the risk of the discontinuation or side effects. And do we have a data for it? Please have a look at the sub-analysis of the racing trial. You know it from Lancet, when there was a comparison of the rosuvastatin and ezetimibe as a fixed-dose combination, as a combination therapy using as a upfront lipid-lowering combination therapy versus rosuvastatin. And in those sub-analyses, in those patients at the high risk, in fact, of the statin-associated elderly patients, as well as patients with metabolic dysreflexes and diabetes, it was shown that there's a trend to reduce cardiovascular outcomes. But what is more important, more patients were on the LDL cholesterol, with much less patients that discontinued statin therapy, so with less number of side effects. Finally, based on the data from South Korea and from Poland, based on the 1 million ACS patients, we showed that upfront lipid-lowering combination therapy also reduced cardiovascular outcomes and mortality in the follow-up of 3 years by even 47%, with number needed to treat 21. So you have enough data in order to be effective. Finally, we have new drugs that are dedicated for patients with statin intolerance, such as bempedoic acid, which is first-in-class ACL inhibitor, which use the same pathway like statins, but it's a little bit higher in this pathway, so it has synergistic effect. And based on the data published from the CLEAR outcome study, which was released at the ACT Congress in March this year, we know that it is using of bempedoic acid in patients with statin intolerance associated with a significant decrease of the primary endpoint, as well as non-fatal MI by even 23%. We also know that this drug does not increase the risk of new onset diabetes, so it is another option to personalize treatment in those patients. Finally, we have a beautiful data for alirocumab, for evolocumab, so for PCSK9 inhibitors, for which we know that those drugs are critically important in order to be used in patients with statin intolerance. And finally, for inclisiran, which is used twice a year, which is a small interference RNA, so that is why it is a GalNAc, so it is only it works in the hepatocyte, so it is a highly safe drugs with a large safety profile, and we know it very well. It also does not increase the risk of diabetes, and it is highly effective because it significantly decreases the LDL cholesterol by 45 to 55%, and it might increase the number of the patients being on the LDL cholesterol target. What's more, based on the data we have, the response for inclisiran is almost 100%, so there is no responders, and it is the same effective independently on the drugs that are used in the background. Finally, we have data published and presented at the ESC Congress from the Orion 8 that we know that it is significantly, but even in 80%, cause that we have patients on the LDL cholesterol target as a primary and secondary endpoint in patients at the very high cardiovascular risk in primary and secondary prevention, because as you remember, they were also patients with risk equivalent of atherosclerotic cardiovascular disease.
We have also data for typically for statin intolerance based on the data from Orion 10 and 11, and as you can see, there were quite high number of patients included, and based on these analyses, it was showed that inclisiran is highly effective, even more effective, taking into account absolute reduction of the LDL cholesterol in patients with statin intolerance at the very beginning, and it does not increase any other side effects associated with statin therapy. So it is a drug that should be always considered in those patients. We obviously need to wait for the cardiovascular outcomes in this trial, and please have a look at our recommendation how to step by step to be on the LDL cholesterol target using different drugs, because then using this combination we might even reduce LDL cholesterol by even over 85%, and then even in 95% of the patients we might be on the target. And at the end, just 1 minute case report. It is 70-year-old patients with many cardiovascular disease intervention, with many other different diseases for which we knew that it's extremely high-risk patients. But unfortunately, with the history of the statin myopathy, this patient was able to use only rosuvastatin 10 every third day and ezetimibe. And despite this, the level of the LDL cholesterol was still very high. We optimized also non-pharmacological approach in these patients, and at the very beginning we were able to reduce LDL cholesterol only to 141, and checked obviously everything, because PCSK9 inhibitors and inclisiran in Poland are within the reimbursement program, so we need to check whether the patients was treated well, and that is why we started inclisiran. Why? Because this patient was simply tired with statin myopathy, and he simply wanted to have a drug for which he will be adherent, and that is why inclisiran, and obviously take into account that it was a patient at the age of 70, take into account that he was able to use already a number of different drugs. So we wanted to reduce the frequency of the drugs that he is using, and that is why it was inclisiran. And it was amazing, because in these patients, after 6 months, because we checked 3 months after the second dose, because it is critically important for inclisiran when we check LDL cholesterol reduction, we showed 73% reduction. So it was all together with the optimization of the non-pharmacological approach, checking for the adherence for this rosuvastatin and ezetimibe, and the inclisiran in administration, 73%, and this patient at the 6 months was with LDL cholesterol level 38. And I would like to confirm you, because there might be questions whether such low level of LDL cholesterol was associated with any side effects. Not, it wasn't. It was simply associated with the fact that we were quite safe for the patients, that no other cardiovascular events will appear in this very high and extremely high risk patients. Thank you once again, and thank you once again for the invitation, and have a fruitful meeting. Thank you, доктор Банах. Мы продолжим нашу конференцию. Следующий доклад тоже будет в онлайн-формате. Пожалуйста, Раиса. Да, слово предоставляется большому другу наших терапевтов, клинических фармакологов, Сычеву Дмитрию Алексеевичу, профессору, академику Российской академии наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, ректора Российского института непрерывного образования медицинского, президенту общества фармакогенетики, фармакокинетики и персонализированной терапии. Безопасность фармакотерапии, проблемы и решения. Пожалуйста, Дмитрий Алексеевич. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Мое сообщение посвящено клинико-фармакологическим инструментам обеспечения безопасности пациентов медицинской организации. Речь пойдет о лекарственной безопасности. В начале своего выступления хочу вспомнить слова человека, который является основателем клинической фармакологии в СССР и в России, Бориса Евгеньевича Вотчела. Много лет назад в своей книге «Очерки по клинической фармакологии» он написал: «Мы живем в век, когда хирургия становится все безопаснее, а терапия все более опаснее». И действительно, эта фраза актуальна и сейчас. И актуальность этой фразы особенно мы почувствовали
во время пандемии COVID-19. У нас много лекарственных препаратов, зарегистрировано более 30 тысяч. В перечень жизненно важных лекарственных препаратов входит более 800 лекарств. Да, сейчас основа оказания медицинской помощи – клинические рекомендации, документы, которые создаются профессиональными сообществами на основе принципов доказательной медицины. Да, сейчас у нас наметился необходимый тренд на импортзамещение, на формирование суверенитета, технологического суверенитета. Поэтому активно регистрируются отечественные лекарственные препараты, генерические препараты, биоаналоги и так далее. Во время COVID-19 появилась опция, которая связана с ускоренной регистрацией лекарственных препаратов. Кроме того, мы столкнулись во время ковида с ситуацией, когда вынуждены были репозиционировать лекарства, которые ранее применялись при других нозологиях, мы стали применять для лечения COVID-19 с надеждой, что это может помочь нашим пациентам. Соответственно, увеличилось количество лекарств, которые мы назначаем off-label, а клинические фармакологи хорошо знают, чем чаще назначаются препараты off-label, тем чаще мы видим нежелательные лекарственные реакции. Кроме того, во время COVID-19 мы с вами остро почувствовали проблему полипрагмазии, когда назначалось большое количество лекарств для лечения COVID-19, да еще пациентам, которые имели сопутствующие заболевания, которые также должны были получать по поводу этих сопутствующих заболеваний ряд лекарственных препаратов. Результатом межлекарственного взаимодействия возможны нежелательные реакции. И, наконец, мы с вами столкнулись с ситуацией, когда во время ковида очень часто бесконтрольно стали применяться антимикробные препараты, бесконтрольно стали применяться антитромботические препараты. И последствия этой нерациональной фармакотерапии не заставили себя долго ждать. По мнению члена-корреспондента Российской академии наук Романа Сергеевича Козлова, такое массовое, иногда без основания применение антимикробных препаратов приводит к увеличению количества резистентных штаммов. Так, потребление антимикробных препаратов в 2020 году увеличилось на 28% за счет в основном двух препаратов – азитромицина и левофлоксацина. И, опять же, по прогнозам экспертов, если ничего не делать с резистентностью, то к 2050 году смертность от инфекций, связанных с полирезистентными штаммами, превысит смертность от онкологических заболеваний. Не лучше ситуация с бесконтрольным применением антитромботических препаратов, антикоагулянтов на амбулаторном этапе. Во время COVID-19 мы увидели, посмотрите, пожалуйста, нижняя часть слайда, как увеличилась смертность от желудочно-кишечного кровотечения в Москве. Это данные академика Шабунина Алексея Васильевича, главного хирурга города. Фоновый уровень с 17 по 19 год смертности от желудочно-кишечного кровотечения 1,2, 1,3. В 2020 году, когда резко увеличилось потребление антикоагулянтных препаратов на амбулаторном этапе, в том числе лечения COVID-19, смертность увеличилась на 35% без увеличения частоты. Отчасти это связано с бесконтрольным применением этого класса лекарственных препаратов. Росздравнадзор регистрирует от врачей методом сообщений в настоящее время более 60 тысяч нежелательных реакций. При этом увеличилась сообщаемость нежелательных реакций от врачей. Это, конечно, очень и очень важно, потому что, имея такую информацию от врачей, Росздравнадзор, анализируя информацию, принимает соответствующее регуляторное решение. Поэтому заниматься фармаконадзором медицинской организации абсолютно необходимо. На этом слайде вы видите картинки серьезные нежелательные реакции, которые мы видим в реальной практике. Да, метод спонтанных сообщений действительно применяется во всем мире для того, чтобы анализировать профиль безопасности лекарственного препарата. Но если будем проводить активный мониторинг нежелательных реакций медицинской организации, то мы увидим, что это только верхушка айсберга. И умножьте цифру 60 тысяч на 10, на 20, и, может быть, вы получите реальную картину нежелательных реакций медицинской организации. Такие данные есть действительно и у нас. При этом методологическим центром, который вырабатывает документы в области повышения безопасности применения лекарственных препаратов, конечно, является Росздравнадзор и Национальный институт качества, который изгенерил один из документов, это положение, это методология внутреннего контроля качества безопасности медицинской помощи в виде приказа, который активно должен внедряться в медицинской организации. Минздрав и Росздравнадзор очень активно работает над проблемой повышения лекарственной безопасности наших пациентов, проводит соответствующие мероприятия, и каждый год отмечается 17 сентября ВОЗовский день безопасности
медицинской деятельности, безопасности пациентов. Кстати, в 2022 году этот день прошел под лозунгом «Лекарства без вреда». Уважаемые коллеги, говоря о безопасности фармакотерапии, необходимо помнить о терминах, которые связаны с этой областью. Что такое нежелательное явление? Это все, что плохого происходит с организмом нашего пациента на фоне применения лекарственного препарата. А если мы определяем причинно-следственную связь между этим вредом для здоровья и приемом лекарственного препарата, мы уже говорим о нежелательной реакции. При этом фармаконадзор – это вид научной деятельности, направленный не только на выявление и оценку, но и на предотвращение нежелательных реакций и представляет собой деятельность, направленную на защиту здоровья наших пациентов и населения в целом. Если мы получаем несколько, так скажем, источников информации о том, что есть причинно-следственная связь между вредом для здоровья и приемом лекарственных препаратов, это называется сигналом. Он должен быть соответствующим образом обработан, и сигнал является основой для дальнейших более глубоких исследований профиля безопасности, в том числе и активного мониторинга в медицинской организации. Кроме того, ряд нежелательных реакций могут быть связаны с неправильным применением, то есть с намеренным, ненадлежащим применением лекарственного препарата или с ошибкой применения лекарственного препарата, непреднамеренное. Как правило, такие нежелательные реакции являются предотвратимыми и связаны с отклонениями врачей от клинических рекомендаций, от инструкций по медицинскому применению. Именно на предотвратимые нежелательные реакции должны быть направлены инструменты повышения лекарственной безопасности наших пациентов в медицинской организации. При этом известно, какие лекарства наиболее часто вызывают нежелательные реакции. Прежде всего, конечно же, это антитромботические препараты, это психотропные препараты, это иммунотропные препараты, это глюкокортикостероиды, иммуносупрессоры, цитостатики, это оральные гипогликемические препараты, обезболивающие препараты. И по отдельным лекарствам есть тоже данные, что это лекарства особого риска: амиодарон, дигоксин, метотрексат, спиронолактон и так далее. Кроме того, мы должны с вами обращать внимание на лекарства, которые новые, которые недавно зарегистрированные. Есть данные, что почти у трети новых лекарственных препаратов возникают проблемы с безопасностью в первые 10 лет после их регистрации. Кроме того, проблемы с безопасностью применения лекарственных препаратов новых наиболее часто возникает при применении биологических препаратов и применении психотропных препаратов. Кроме того, есть данные, что чем дольше регистрируется препарат, тем вероятнее у него будут проблемы с безопасностью в реальной клинической практике. На каких пациентов нам нужно с вами обращать в плане лекарственной безопасности? Пациентов из групп риска развития нежелательных реакций. Конечно, это пациенты пожилого и старческого возраста. Для них существуют специальные шкалы, в частности, шкала Герантонет, шкала ЭДРОП, по которой вы можете спрогнозировать вероятность развития серьезных нежелательных реакций в стационаре, который учитывает различные факторы: и пол, и возраст, и функции печени, функции почек, количество сопутствующих заболеваний, потенциально нерекомендованные препараты. По этой шкале ЭДРОП, если наш пациент, пожилой пациент старше 65 лет, набирает более 16 баллов, вероятность развития в стационаре серьезной реакции более 30%. Что значит серьезный? Серьезная реакция, та, от которой можно умереть, та, которая приводит к госпитализации или к продлению госпитализации, требует соответствующих неотложных мероприятий, в том числе реанимационных мероприятий, или приводит к инвалидизации. Также группам риска развития нежелательных реакций, конечно, являются дети, беременные и лактирующие. Это отдельная тема. Методы фармаконадзора, которые помогают нам оценить, а насколько безопасно мы применяем лекарственные препараты, насколько эффективно мы профилактизируем нежелательные реакции. Конечно, метод спонтанных сообщений, он регламентируется специальным приказом Минздрава. Все субъекты обращения лекарственных средств должны сообщать о нежелательных реакциях. В медицинской организации должен быть назначен ответственный за мониторинг безопасности лекарственных препаратов, который координирует эту работу, заполняет и отправляет в Росздравнадзор карты извещения. Однако более эффективными являются методы более активные. Это активный мониторинг, это методы изучения потребления лекарств и применения их в условиях реальной практики РВД, РВЕ. Это обзоры, систематические обзоры литературы, метод глобальных триггеров как элемент активного мониторинга. Таким образом, методом спонтанных сообщений, собирая информацию о лекарственных препаратах, Росздравнадзор, соответственно, назначает соответствующую экспертизу
и далее может принять соответствующие регуляторные решения, которые обезопасят наших пациентов. Проверки партии препаратов, снятие с регистрации, внесение изменений в инструкции и так далее. Именно поэтому необходимо очень активно заниматься фармаконадзором на системном уровне. Действительно, метод спонтанных сообщений, который во всем мире применяется для принятия регуляторных решений, привел к отмене регистрации практически всех препаратов, которые были проблемой с безопасностью, и является действительно очень и очень важным. Однако для того, чтобы у себя в медицинской организации понять, а какие проблемы есть с лекарствами, какие проблемы есть с небезопасностью их применения, необходимо проводить активный мониторинг у себя в медицинской организации. И помогает это делать, конечно же, метод глобальных триггеров, который может быть встроен и должен быть встроен в систему внутреннего контроля качества и безопасности, которая должна быть в каждой медицинской организации. Этот метод позволяет по неким критериям понять, что у данного пациента либо нежелательная лекарственная реакция случилась, либо высок риск возникновения. Но эти методы, они разрабатывали еще 90-е годы. Действительно, в качестве аудиторов этого процесса выступает клинический фармаколог или за океаном клинический фармацевт и уже активно выходит на конкретный кейс для выяснения, а побочная реакция это или нет. Например, консультация дерматовенеролога или аллерголога у пациентов без аллергических заболеваний или кожных заболеваний может быть триггером развития лекарственной аллергии. Или, например, сам факт переливания крови может быть триггером развития кровотечения при применении антитромботических препаратов. Очень важно, что во время этого анализа аудитор, клинический фармаколог, чаще всего у нас в Российской Федерации, не только оценит причинно-следственную связь, но и предотвратимость. И накопление данных о предотвратимых нежелательных реакциях важно с точки зрения разработки методов их профилактики, в том числе с помощью и образовательных технологий. На нашей кафедре, наша академия активно развивается внедрение метода глобальных триггеров в медицинские организации и встраивание в систему внутреннего контроля качества и безопасности. Ну, например, за 4 месяца применение этого метода позволило выявить 92 триггерных события и 12 нежелательных реакций, из них 4 предотвратимые за короткое время. Действительно, применение таких методов позволяет увидеть реальную картину по безопасности применения лекарственных препаратов. При этом также важным подходом к повышению безопасности наших пациентов это разработка как раз протоколов обеспечения безопасности и профилактики неблагоприятных событий, связанных с оказанием медицинской помощи. В этих протоколах обязательно должна быть лекарственная компонента. Основаны эти протоколы на клинических рекомендациях, на доказательных данных и представляют собой чек-листы или автоматизированные, так скажем, чек-листы, которые позволяют убедиться, что да, выполнены средним персоналом или врачами те мероприятия, которые предотвращают эти осложнения. У нас в Академии активно уже разработаны и валидизированы протоколы профилактики таких неблагоприятных событий, как падений, пролежней, внутрибольничных венозных тромболических осложнений, внутрибольничных инфекций и так далее. И в каждом из этих протоколов обязательно есть раздел, связанный с лекарственной безопасностью. Например, протокол по профилактике падения у пожилых пациентов. Падение для пожилого пациента в стационаре – это событие, которое может привести к летальному исходу или к ухудшению прогноза. Не только потому, что больной может погибнуть от черепно-мозговой травмы, а впоследствии он может погибнуть от тромбоэмболии легочной артерии из-за тромбоза глубоких вен или от так называемой, как раньше говорили, гипостатической пневмонии. Оказывается, ряд лекарственных препаратов увеличивает риски падений, особенно те, которые вызывают седацию, например, психотропные препараты или антигистаминные препараты первого поколения, те, которые нарушают атриовентрикулярное проведение или нарушение ритма. Мы знаем, что некоторые антигистаминные препараты увеличивают КТ-интервал и обладают проаритмогенным действием. И, наконец, лекарственные препараты, влияющие на зрение. Посмотрите наши данные. Сочетание некоторых лекарств увеличивает в разы риски развития падений. Коррекция листа назначения с точки зрения этих опасных препаратов приводит к снижению риска падения. Тем более, что есть британская классификация, британское гериатрическое общество, где препараты классифицируются по риску падений на красный, желтый, зеленый. Заменяя препараты красные на желтые или зеленые, или отменяя, или снижая дозировку, снижаются риски падения, увеличивается безопасность наших пациентов. Очень важно также с точки зрения безопасности
повышать приверженность врачей к клиническим рекомендациям, которые сейчас, в соответствии с 37 статьей Закона об охране здоровья граждан, действительно являются основой оказания медицинской помощи. Они разрабатываются профессиональными организациями под эгидой Минздрава в соответствии со специальным приказом Минздрава по специальной форме. Курирует этот процесс Институт контроля качества оказания медицинской помощи под руководством профессора Амельяновского. И действительно есть данные, что соблюдение клинических рекомендаций повышает эффективность и безопасность лечения. Однако даже в очень хорошем стационаре, при хорошем лекарственном обеспечении и даже при хорошем уровне врачей, к сожалению, врачи отклоняются от клинических рекомендаций. Наши опубликованные данные на примере антикоагулянтных препаратов у больных с фибрилляцией предсердий. У пятой части пациентов с фибрилляцией предсердий врачи отклонились от клинических рекомендаций и инструкций. А при применении антикоагулянтов при тромбозе глубоких вен у каждого второго пациента. При этом мы нашли прямую взаимосвязь между отклонением от клинической рекомендации от инструкции с риском развития тромбоза или кровотечений. То есть вот этот призыв соблюдать клинические рекомендации, он не просто так. Оказывается, чем приверженнее мы клиническим рекомендациям, чем безопаснее, тем безопаснее лечение пациента. Есть специальные инструменты, как повысить приверженность применения клинической рекомендации врачами. Это, конечно, их автоматизация. Сейчас Минздрав очень активно проводит цифровизацию, оцифровку клинических рекомендаций. Мы имеем большой опыт автоматизации клинических рекомендаций, более 15 лет. На одной из наших клинических баз создали систему автоматизации клинических руководств, при которой автоматически подтягивается на основании данных пациента и на основании тех данных, которые вобьет врач, подтягиваются цитаты из клинической рекомендации для данного пациента, и врач, так скажем, должен либо отказаться от них, либо принять их. И наши данные показывают, что если такая система поддержки принятия решений по автоматизации клинических рекомендаций действительно внедрена, меняется структура назначений. На примере, опять же, тех же антикоагулянтов при тромбозе глубоких вен начинают назначаться чаще не парентеральные антикоагулянты, а пероральные, что безопаснее. Также это приводит к удешевлению лечения и, очень важно в нижней таблице, к уменьшению количества отклонений от клинических рекомендаций, от инструкций. Это очень-очень важно. А еще с точки зрения повышения безопасности необходимо бороться с полипрагмазией. Выявляя случаи полипрагмазии, есть специальные инструменты для выявления полипрагмазии, о которых нужно знать. Инструменты используются для аудита лекарственных назначений тем же клиническим фармакологам. Это ограничительные перечни у пожилых пациентов, критерии Бирса, стоп-старт критерии, или у детей критерии ПОПИ. И есть также такие валидизированные, формализованный алгоритм выявления потенциально нерекомендованных нерациональных лекарственных препаратов. Это индекс рациональности, алгоритм паллиативный подход к борьбе с полипрагмазией и так далее. Все эти алгоритмы используются для того, чтобы ввести назначение, выставить красные флажки, то есть обозначить те лекарства, наиболее опасные для нашего пациента, при применении которых либо уже случилась побочная реакция, либо высока вероятность ее возникновения. Вслед за выявлением этих проблемных препаратов необходима целая система депрескрайбинга, деидентификации. Как принять решение? Отменить, заменить, снизить дозы? Для этого гериатрами вместе с клиническими фармакологами, но гериатрический контингент наиболее большой в этом отношении и наиболее важный, разрабатываются алгоритмы депрескрайбинга, такой научно обоснованной отмены или замены бензодиазепинов, ингибиторов протонного насоса, гипогликемических препаратов, нейролептика, статинов или даже антигипертензивных препаратов. Отдельная тема – это депрескрайбинг у паллиативных пациентов, для которых имеет значение не продолжительность жизни, а качество жизни. Такие инструментарии тоже разрабатывается. И важно, чтобы эти алгоритмы внедрялись и погружались в клинические рекомендации. И важно этому учить приверженности этим алгоритмам депрескрайбинга наших врачей, а еще пациентов, а еще и их родственников. Конечно, персонализированная медицина дает врачу ценнейшую информацию о том, как персонализированно выбрать лекарство и дозу и снизить риски нежелательных лекарственных реакций. При этом эти самые биомаркеры, эти индикаторы, критерии могут дать информацию для врача до дачи препарата. Будет хороший ответчик на препарат наш пациент, плохой ответчик или не ответчик. И молекулярно-генетические исследования, фармакогенетические исследования уже сейчас
входит в реальную клиническую практику. И не только для скрининга моногенных заболеваний, проект такой запущен в этом году в России, 36 нозологий, и не только для прогнозирования особенностей мультифакториальных заболеваний, но и для выбора лекарств. Речь идет о исследовании, генетических исследований не только макроорганизма, но и микроорганизма и опухолей тоже. При этом мы изучаем эти алгоритмы по определенной схеме, по определенной процедуре, сначала понимая, что с помощью этих алгоритмов персонализации мы хотим сделать, частоту каких побочных реакций снизить. Соответственно, формируем биоресурсную коллекцию и регистр пациентов с нежелательными реакциями, выбираем биомаркеры кандидаты, проводим ассоциативные исследования. На этой основе с помощью биоинформатики также формулируем модели прогнозирования желательных лекарственных реакций, упаковываем систему поддержки принятия решений и учим наших врачей, как пользоваться этими новыми технологиями. Речь идет прежде всего о фармакогенетике. Накопление ассоциативных данных с этой точки зрения очень важно. Несколько таких работ. Вот, например, последняя работа, где мы пытаемся найти генетические, фармакогенетические биомаркеры гепатотоксичности ремдесивира у пациентов с COVID-19. Для чего это нужно? Для того, чтобы выработать алгоритм выбора противовирусных антиковидных препаратов, наиболее эффективных и безопасных, между ремдесивиром, молнупиравиром и фавипиравиром. Такие работы сейчас у нас как раз проводятся. Или по поводу антигистаминных препаратов получены данные, которые говорят о том, что для лоротидина, что оказывается полиморфизм определенных генов, в частности система цитохрома P450, 2019, прогнозирует выраженное седативное действие при применении этой группы лекарственных препаратов. Тоже пример, близкий к аллергологу, это прогнозирование эффективности ингаляционных стероидов в зависимости от полиморфизма гена цитохрома 3А4 и 3А5 у детей. Такие ассоциативные работы – это основа для формирования алгоритмов для врачей персонализированного выбора в рамках клинических рекомендаций, в рамках инструкций. Примеры: слева персонализированный выбор антиагрегантов, справа психотропных препаратов на основе фармакогенетического тестирования. Причем эти алгоритмы мы апробируем в исследованиях, показываем, что эти алгоритмы упакованы в систему поддержки принятия решений на примере психотропных препаратов в наркологическом стационаре, повышают эффективность и повышают безопасность, снижая риски нежелательных лекарственных реакций. Здесь они оценивались для психотропных препаратов с помощью специальной шкалы УКУ. И подводя, так скажем, итог своего сообщения, а врачи все-таки, они готовы к фармакогенетике, к новым технологиям, которые повышают безопасность лечения? Да, готовы. Мы опросили врачей общей практики, кардиологов и терапевтов. Они все сказали, практически все, 80%, что фармакогенетика важна, что она нужна в реальной практике для повышения безопасности лечения. И барьерами для ее, так скажем, внедрения является скромная регламентация этих тестов в клинических рекомендациях и, так скажем, отсутствие компетенции. А здесь уже обучение. Уважаемые коллеги, красной линией по моему докладу идет то, что все эти инструменты, которые я показываю, требуют цифровизации, требуют информатизации. И, уважаемые коллеги, у нас есть доказательства того, что отцифровка и автоматизация этих процессов действительно перехватывает ошибки, действительно снижает риски неблагоприятных событий обратимых на 40%, даже больше, чем на 40% при назначении, получении лекарства и так далее. Так что цифровизация необратима, и у нее есть доказательная база эффективности реальной практики. Важно также, что безопасность применения лекарственных препаратов, она обеспечивается, организация этой системы обеспечивается специалистами, и прежде всего специалистом, врачом, клиническим фармакологом. И во всех трудовых функциях профстандарта как раз красной линией проходит обеспечение безопасности применения лекарственных средств. Поэтому ликвидация дефицита клинических фармакологов является одной из важных составляющих обеспечения лекарственной безопасности. Для этого нужно учить врачей, учить клинических фармакологов вопросам безопасности лекарственной терапии в ординатуре, на циклах профессиональной переподготовки, в рамках непрерывного медицинского образования, на образовательных мероприятиях, на которых мы присутствуем, в рамках цикла повышения квалификации, где наша академия является лидером, так как дополнительное профессиональное образование является действительно
нашей основной деятельности. И у нас в Академии целая серия программ повышения квалификации, которая посвящена вопросам обеспечения безопасности лекарственной терапии, и они должны быть востребованными. Востребованы врачами, востребованы организаторами здравоохранения, потому что через компетенции мы как раз достигаем безопасности медицинской деятельности. Эти программы сопровождаются методическими различными пособиями, которые доступны, которые мы обеспечиваем наших курсантов, поэтому приглашаем вас на обучение. И у нас последний наш проект – это 8-томник лекарственно-индуцированные заболевания, в котором не только описываются эти лекарственно-индуцированные заболевания, желательные реакции, но и подходы к их профилактике. Планировали 7 томов, в 7 томов не уложились, по лекарственно-индуцированным заболеваниям будет 8 томов. При этом обучение у нас идет через портал непрерывное медицинское образование, через систему. Вот одна из таких программ, которую я рекомендую. Это модуль интерактивный, который бесплатно, свободно можно освоить на портале непрерывное медицинское образование, приобретя компетенции фармаконадзора как на системном уровне, так и на уровне медицинской организации. В рамках образовательных мероприятий я сказал, что мы проводим разные конференции, конгрессы, в том числе и в День безопасности медицинской деятельности, с активным участием Минздрава. Здесь представлен замминистра здравоохранения Российской Федерации Сергей Владимирович Глаголев, который курирует лекарственный блок, который не просто приветствовал на одной из наших мероприятий, а активно участвовал в обсуждении. Для этого врачи должны смотреть и обновлять свои знания в области лекарственной безопасности. Есть монографии, есть специальный журнал безопасности и риск фармакотерапии и на русском языке, и на английском языке. И недавно сотрудник нашей академии, профессор Зиганша, стал главным редактором международного журнала по риску и безопасности в медицине. Также и образовательные мероприятия направлены на это. Недавно прошел крупный конгресс «Безопасность фармакотерапии», где наши аллергологи, наша кафедра под руководством профессора Нинашевой очень активно участвовала. Профессор Синопальников принимал участие в этой конференции, другие ведущие аллергологи, иммунологи. Огромное спасибо, это важно для формирования компетенций. И заканчивая свое сообщение, опять словами Вотчела. Уважаемые коллеги, действительно, сейчас, в 21 веке, у нас мощнейшие есть инструменты по обеспечению безопасности наших пациентов. Но все-таки вот этот лозунг, который был сформулирован человеком, который основал российскую клиническую фармакологию, должен быть у врача в голове постоянно. Поменьше лекарств, только то, что действительно необходимо. Спасибо за внимание. Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо за очень интересное, важное сообщение, прям необходимое для наших терапевтов и клинфармакологов. Конечно, есть среди нас и ученики Вотчела, мы это часто вспоминаем. И очень приятно, что сегодня с нами будет и Зиганшина Лилия Евгеньевна. А Дмитрий Алексеевич, очень жалко, что мы, конечно, никак не можем встретиться офлайн на наших конференциях. Всего вам доброго. Все-таки будем надеяться на такие встречи, как говорят, офлайн. Всего вам доброго. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, разрешите представить завершающий доклад пленарной сессии профессору Златкиной Вере Владиславовне, доктору медицинских наук, кафедра внутренних болезней и семейной медицины Научно-исследовательского института Национального технического университета Харьков, Украина, с докладом «Роль коморбидности в безопасности пациентов, применяемых у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как не навредить?». Доклад тоже будет представлен онлайн. Пожалуйста, Вера Владиславовна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение принять участие в столь уважаемом научном форуме. Так сложились обстоятельства, что я не смогла присутствовать лично, и, к счастью, современные технологии позволяют частично это компенсировать. Разрешите мне представиться. Я работаю в Харькове. Кафедра занимается изучением проблем коморбидности, изучает сочетанное течение сердечно-сосудистых заболеваний с эндокринопатиями. Поэтому тема доклада будет посвящена именно этой проблемы. В течение доклада я уделю внимание состоянию заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями в Украине и в мире.
проблемам коморбидности, факторам взаимоотягощения сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринопатиями, будет разобран клинический случай, а также оговорены перспективы дальнейшей работы над данной проблемой. Проблема коморбидности становится особенно актуальна в условиях демографического старения населения в мире. Известно, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре инвалидизации смертности, и Украина не является исключением, занимая лидирующие позиции в данном вопросе, в частности и в Европе. Кроме того, сахарный диабет считается пандемией 21 столетия. Существует доказательство взаимного потенцирования гипертонической болезни, сахарного диабета и при этом повышения сердечно-сосудистого риска. Поэтому доминирующими проблемами современной медицины являются, безусловно, коморбидность и старение населения. Этими проблемами занимаются ученые всего мира и пытаются как можно быстрее решить. Что же такое коморбидность? Коморбидность – это проявление дополнительного клинического состояния, которое имеется или возникает на фоне существующего заболевания. Такое определение было дано еще в 70-м году. После этого определение коморбидности было усовершенствовано. Это наличие двух или более заболеваний у одного пациента, патогенетически взаимосвязанных между собой, при этом они совпадают по времени или являются осложнением, которое возникло вследствие основного заболевания или его лечения. Проблема коморбидности сегодня отличается тем, что больше чем у 50% возрастных пациентов встречается 3 и более хронических заболеваний. У пациентов с наличием коморбидной патологии прогрессивно увеличивается 3-годичная смертность, при 2 или более заболеваниях она достигает аж 82%. Так, при поддержке Британского фонда сердца и Национального института исследований в регионах здравоохранения было проведено исследование карт пациентов относительно заболеваемости сердечной недостаточности. Для проведения этого популяционного исследования использовались медицинские карты 4 миллионов человек с 2002 по 2014 год. Были оценены 17 коморбидных состояний, вот они перечислены в столбик, которые приводили к развитию сердечной недостаточности. Они продемонстрировали непрерывный рост количества коморбидных пациентов из года в год, что при проведении анализа объясняется недостаточным контролем сердечно-сосудистых факторов риска в различных возрастных группах, а также при низком социально-экономическом уровне. Было выявлено у лиц и молодого возраста, что требует дальнейшего внимания. Гормоны щитовидной железы имеют сложные взаимоотношения с сердечно-сосудистой системой через множество механизмов. Основные эффекты гормонов щитовидной железы наблюдаются на сердце, влияя на частоту, на ритм, на сокращение миокарда, на риск развития ишемической болезни сердца, на сосудистое дерево посредством регулирования кровяного давления, влияя на тонус гладкой мускулатуры, на функцию эндотелия и прямыми воздействиями на сердечно-сосудистые факторы риска через липидный обмен и модуляцию воспалительных путей. При субклиническом гипотиреозе тиреотропный гормон повышен, Т4 в норме. Есть характерные клинические симптомы
но они не специфичны. При этом повышенным считается уровень тиреотропного гормона выше 4. И основной проблемой для врачей общей практики является выявление гипотиреоза. Причем известно, что до 5% терапевтического стационара могут быть пациенты с недиагностированным гипотиреозом. При этом возможны самые различные маски клинические, такие как гастроэнтерологические, это запоры, дискинезии желчевыводящих путей. Из ревматологических это полиартриты, синовииты, кардиологическая диастолическая гипертензия. При этом при субклиническом гипотиреозе страдает жировой обмен, который может привести с одной стороны к увеличению массы тела, а с другой стороны к развитию атеросклероза, аутоиммунного воспаления, и на фоне ишемической болезни, развивающейся ишемической болезни сердца, к приступам стенокардии и перспективой возникновения инфаркта миокарда. Поэтому гормоны щитовидной железы оказывают комплексное влияние на органы кровообращения. Обзор исследований по изучению субклинического гипотиреоза продемонстрировал противоречивые данные относительно связи с ишемической болезнью сердца, с сердечной недостаточностью, но при этом риск развития сердечной недостаточности возрастал как и так и при гипертиреозе. И так анализ индивидуальных данных практически 50 тысяч человек сообщили о повышенном риске смертельного инсульта при гипотиреозе у лиц от 18 до 49 лет и у лиц от 50 до 64 лет. Поэтому наша кафедра набирала пациентов с данной патологией и изучала влияние субклинического гипотиреоза на воспаление, на липидный обмен, на углеводный обмен, на гемодинамические показатели. И мы отбирали пациентов с артериальной гипертензией, с сахарным диабетом, делили их на группы в зависимости от уровней тиреотропного гормона. Дальше мы назначали им медикаментозную терапию согласно современных руководств по артериальной гипертензии, по сахарному диабету и по субклиническому гипотиреозе. При этом обращаю ваше внимание, что и диабет, лечение и диабета, и субклинического гипотиреоза осуществлялось после консультации с эндокринологом. И вот хочу представить вам клинический случай одного из пациентов, который попал к нам в это исследование. Пациент 68 лет, который жаловался на головные боли, на слабость. Из анамнеза известно, что он курильщик в течение 20 лет, что его отец умер от инфаркта миокарда в возрасте 65 лет. Пациент с избыточным весом, индекс массы тела 35, при измерении артериального давления это было 165/98. Известно было, что гипертензия у него существует более 15 лет. Частота сердечных сокращений 79 с постоянной формой фибрилляции предсердий. При проведении электрокардиографии были выявлены признаки гипертрофии левого желудочка, фибрилляция предсердий. При ультразвуковом исследовании сердца те же признаки гипертрофии миокарда левого желудочка, фракция выброса не снижена, креатинин 117, уровни АСТ и АЛТ 68 и 70, холестерин 6,4, липопротеиды низкой плотности 4,6, триглицериды 3,0, глюкоза крови 8,2, гликированный гемоглобин 7,6, уровни тиреотропного гормона 5. И нашему пациенту было назначено лечение, кроме диетических рекомендаций,
Он был уведомлен о необходимости отказаться от курения. Ему был назначен лазартан 50 мг, лирканидипин 10 мг один раз в день, метопролол 25 мг 2 раза в день, дапаглифлозин с метформином 10 на 1000 мг один раз в день, ривароксабан 20 мг, розувастатин 20 мг и левотироксин 25 микрограмм. Через месяц такой терапии всем пациентам, которые принимали участие в исследовании, были совершены звонки с вопросами о самочувствии, о том, как проходит исследование. И этот пациент сообщил, что он стал себя чувствовать хуже, поэтому мы его и пригласили на дополнительное обследование. И при повторении инструментальных и лабораторных методов исследования было выявлено, что у него креатинин повысился до 149. Повторяю, что инициальный был 117. При расчете скорости клубочковой фильтрации это обозначало, что инициально у него она была 59 мл, и спустя месяц стало 44 мл, что соответствовало 3-й Б стадии хронической болезни почек. Что же произошло с нашим пациентом? По всей видимости, мы столкнулись с каким-то побочным действием какого-то лекарственного средства, которое получал пациент. При этом пациент утверждал, что он не проходил никаких рентгеноконтрастных исследований, никаких инфекционных заболеваний у него за этот период не было. Вообще, откуда берутся побочные действия лекарственных средств? Причин множество. Начиная с того, что препараты назначаются не по показаниям, что и врачи, и пациенты могут игнорировать схемы дозирования лекарственных средств, превышать дозировки, а также пролонгировать самостоятельно курсы терапии. При этом назначаться препараты могут без учета влияния каких-то параллельных коморбидных процессов, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гастроэнтерологические заболевания, хроническая болезнь почек, ожирение, злоупотребление алкоголем. Кроме этого, очень большой отрезок влияния – это генетически обусловленные особенности пациентам. Сейчас очень много этому уделяется внимания. Неучтение последствий взаимодействия лекарственных средств при их комбинированном применении, полипрагмазия, взаимодействие лекарственных средств с компонентами пищи, с влиянием табакокурения и много-много других факторов. И вот что мы подумали после того, когда обследовали повторно нашего пациента. Во-первых, у пациента налицо прогрессирование хронической болезни почек или диабетической нефропатии. Из таких опасных препаратов, которые могут повлиять на его риски развития таких побочных эффектов, как повышенный риск кровотечений или повышенный риск лактоацидоза или повышенное нарушение углеводного обмена при этом. И речь зашла о пероральных антикоагулянтах, о метформине. И, конечно же, мы подумали о том, что так снизить клубочковую фильтрацию могли статины. Что нам делать? Как мы поступили в нашей ситуации? В первую очередь мы обсуждали
целесообразность продолжения применения розувастатина у данного пациента. Ведь известно, что у аторвастатина в меньшей степени происходит выведение через почки, поэтому разумнее назначить было бы его. И мы знаем, что в некоторых исследованиях розувастатин был замечен как приводящий к гематурии, но это абсолютно не обозначает, что он более или менее предпочтителен, особенно если мы хотим добиться целевого снижения липопротеидов низкой плотности, но при этом мы ограничены уровнем креатинина. Поэтому у нас было два варианта решения этого вопроса. Или уменьшать дозу розувастатина, потому что мы знаем, что эти эффекты могут быть дозозависимые, которые мы увидели, побочные эффекты, и добавить изотимиб, или отменить розувастатин и добавить, назначить вместо него 40 мг аторвастатина, а дальше посмотреть, насколько мы достигаем целевых уровней липидов, при этом не ухудшая почечный обмен, и при необходимости тогда добавить изотимиб. И мы выбрали второй вариант, мы поменяли розувастатин на аторвастатин. При этом наш пациент продолжал принимать пероральные антикоагулянты. И мы знаем, что при снижении клубочковой фильтрации есть определенные ограничения по приему пероральных антикоагулянтов. Например, добегатран вообще нельзя использовать при сниженной клубочковой фильтрации. А вот что касается ривароксабана и апиксабана, то при снижении клубочковой фильтрации мы должны, согласно существующих рекомендаций, уменьшить его дозу. У апиксабана эти уровни меньше, только ниже 30. Снижение клубочковой фильтрации мы должны уйти на 2,5 раза в день. Поэтому, учитывая, что у нашего пациента 44 клубочковая фильтрация и ривароксабан нам отменять не обязательно, поэтому мы уменьшили его дозу до 15 мг в сутки, чтобы уменьшить риски этого пациента, риски развития кровотечений. Что касается метформина, конечно же, речь идет об угрозе лактоацидоза при снижении клубочковой фильтрации у наших пациентов. И в рекомендациях по лечению сахарного диабета указано четко, что если клубочковая фильтрация становится меньше, чем 50, то метформин мы должны снижать до 1000 мг 1 раз в день. Поэтому он у нас и принимал в такой дозировке. Дозу метформина мы оставили прежней. Через 10 дней мы повторили некоторые лабораторные анализы, где увидели снижение уровня креатинина, соответственно, улучшение клубочковой фильтрации, и креатинин снизился на 19 единиц, поэтому считаем, что мы поступили правильно в данной ситуации, что наталкивает нас на такие мысли, и в будущем необходимо рассмотреть перспективы изменения нашего отношения к коморбидным пациентам. Мы должны ими заниматься более углубленно. Мы имеем действительно трудности с этими СКО и мультиморбидными пациентами, потому что основная нагрузка по их ведению ложится на терапевтов, на семейных врачей, и их решения по выбору терапии часто носят интуитивный характер и завершаются полипрагмазией и появлением вот таких нежелательных явлений. При этом имеет смысл разработать и усовершенствовать
существующие алгоритмы ведения пациентов с коморбидностями, правила назначения лекарственных средств при коморбидных состояниях. При этом вот в нашей стране нет достаточных пособий, определяющих оптимальные схемы медикаментозного воздействия при коморбидных состояниях, где должны быть подробно описаны этапы ведения такого пациента, тактика врача при возникновении нежелательных реакций, при использовании лекарственных средств, кратность контроля основных показателей крови там, через 10 дней, через месяц. Вот как необходимо контролировать эффективность и безопасность нашего лечения. Дорогие коллеги, я благодарю вас за внимание. Еще раз большое спасибо организаторам за приглашение поучаствовать. Мы настроены на продолжение сотрудничества. Всего вам наилучшего. До свидания. Спасибо большое, Вера Владиславовна. Мы надеемся, что на будущий год вы приедете к нам, и мы с вами сможем познакомиться, офлайн встретиться. Коллеги, мы завершили пленарную сессию. Если есть вопросы к докладчикам, пожалуйста, есть вопросы? Если нет, то у нас 2 часа начнутся сессионные заседания в 6 залах. Указатели есть при выходе из этого зала. Пожалуйста, у кого какие интересы, будут очень интересные доклады. Вы можете пройти в интересующую вас комнату, и уже, может быть, более там будет живое общение в маленькой аудитории. Сейчас мы объявляем перерыв на обед до 2 часов. И я хочу дать информацию по завтрашнему дню. Завтрашний день будет проходить в стенах больницы медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан по адресу Мангалик-Ель 80. Это для приезжих в сторону аэропорта. Больница наша находится. Завтра, помимо сессии, у нас будет проходить 2 мастер-класса по организации отдела госпитальной фармации для провизоров и для медицинских сестер, и круглый стол, тоже посвящен актуальной проблеме этой организации отделов госпитальной фармации. Ждем вас после обеда и завтра на продолжение нашего конгресса. Кофе-брейк, пожалуйста, просим вас пообедать и вернуться в залы. Спасибо всем за внимание.